Всем привет! Начинаем стрим, день шестой. Шестой день. О, тут приветствую. Сразу в лед. Итак, вспомнить, на чем мы тут останавливались вообще. И надеюсь, ничего не отвалилось. Ну, эти не отвалились, как их команды, потому что там обновили прогу, она вообще по-другому стала выглядеть. Интерфейс все обновили. Боялся, что отвалится все. Но не отвалилось. О, такой процесс. Так вот. Вспоминаем, на чем мы вообще остановились, что мы делали, как тут у нас что вообще происходит. Мы там с сеткой вроде разбирались, да, то есть у нас сейчас спавнится все по сетке. Да, и оно стреляет. Мы хотели задать... что еще мы сделали, не помню. Но, в общем, мы очень хотели, прям безумно хотели задать как его, параметры через Gets использовать. Я там почти сразу после стрима спросил у товарища АИ. Вот это, кстати... если клик делать тяжело. Ладно, посмотрим, как с этим делать. Может, хотеть камеру дадим на колесико. Хороший вариант, кстати. Так вот. Main атрибут, нет, Tower атрибут set, да, вот, я тут сделал. Сейчас шагово буду. Ну, я, кажется, понял, что и как. Тут еще такая вот праша есть. Сейчас будем пошагово повторять, что тут вообще происходит. Читать, что тут много чего. Пошаговая история. Короче, что говорит это Gemini. Тебе нужно создать атрибут set для хранения характеристик башни, дальность, урон, скорострельность. При спавне башни ты будешь применять к ней геймплей эффект, который инициализирует эти атрибуты значения из твоего Tower DA. Для изменения этих параметров в процессе игры ты будешь применять другие ее геймплей эффекты, которые будут модифицировать, например, бафать или дебафать эти атрибуты. Весь этот процесс реплицируется автоматически благодаря GS. Хорошо. Первый шаг. Создание атрибут set. Ну, атрибут set мы создали, но вот он наш атрибут set. Вот здесь он мне сказал макрос для удобного создания геттеров, сеттеров и других служебных функций для можно мне повернуть? Для атрибута. Вот такой вот макрос. Давайте я вот скопирую комментарий. Сюда мы его засандалим. Геттеров, сеттеров и других служебных функций для атрибутов. Есть контакт. Без этого макроса не работала вот эта вот параша. Насчет этой параши. Что мы должны сделать? Мы должны, чтобы инициализировать, короче, в этом атрибут-сете наши параметры. А конкретно создать f-gameplay атрибут дата. Вот он. В нем, вот, допустим, раньше есть эта дистанция наша, да, то есть у башни дистанция есть. Понятно, blueprint only, категория понятна. Replicated using on rep range, то есть это то, с помощью чего мы будем его менять, по всей видимости. И потом после этого макроса, обязательно сразу же после объявления этого поля, мы атрибут accessor ставим в наш класс и название этого поля. Все в макросах. Все макросов. Любителям макросам передаем привет. Как они бедные работают с GS. Далее мы создаем сами методы, которые мы как Tower AS. Угу. Отлично.
Создаем методы Virtual Void. Virtual Void, всякие old param, вот эти старые типа old range принимает в себя он. Привет, продуктивный стрима. Привет, спасибо. Смотрим, на продуктивный будет, нет? Ну, спасибо. Хорошо, мы создали вот эту вот фигню. И внутри мы здесь в gameplay атрибут rep notify. Писали такой макрос. Короче, такая шляпа, ужас. Миллион макросов. Макрос сюда вставьте, макрос туда вставьте. Макросы, макросы, макросы. Сделайте вот это, вот подключите это сюда, сюда, сюда. И это еще не конец. И после вот этого всего, мне рассказывают, что у меня что-то не так с моим кодом. Так. Дальше. В файле реализации CPP создайте конструктор и функции репликации. Вот это все пошло макрос на макросе и макросом погоняется. Да, миллион макросов. Тут вообще без вопросов. Replicate props. Вот это вот я пропустил тут или нет? Ну, я это пропустил. Вот это я создал. Или это в main атрибут set? Нет, в main атрибут set пусто. Это я пропустил. Хорошо, lifetime. Replicated, хорошо. Это я сейчас копирую, это я перепечатывать не хочу. Есть такая вот штучка. Что такое cond none? Переменные должны реплицироваться. Указываем, что эти переменные должны реплицироваться. Ну, это он неправильно. Был мой класс. Сказал так. Так, наверное, проще да будет. Нифига. Нет, нифига. Какой макрос вообще существует? Net Unreal. Net Unreal Network. О. Его немножко попустило. Совсем чуть-чуть. Понял, что это макрос. Он все равно их подчеркивает. Потому что он какой-то параш еще, да, в себя хочет принять. Рнкорн. Конд. Что такое конд? Allows game code to specify rep notify. Condition. Condition. Rep notify. On changed. Function is called. Rep notify always так стоит. Нам не нравится, короче, это. Ну и ладно, сейчас разберемся. Это прописываем. И реализация onRep функции могут быть пустыми, если нужна доп-логика на клиенте. Если не нужна доп-логика на клиенте, могут быть пустыми. Окей, короче, такая фигня. Без понятия, как этим пользоваться. Дальше. Добавление Ability System Component и атрибут Set в башню. Теперь нужно добавить в твой класс от Tower Master компонент Ability System Component и созданный атрибут Set. Значит, у нас есть Tower Master. Tower Master, вот здесь я уже его создал. То есть у нас есть вот этот атрибут Set пулем. Сделали его, да? И у нас есть Ability System Component. Тоже сделали его. Потом создали его. Репликацию на true поставили. И... Опять ты все сломал. Что я сломал? А что такое? Стрима нет, что ли? Алло. Что я сломал? Что не так? Еле слышно. Да какой еле слышно, там этот орет вовсю. О, не то. Закрой. Фильтры. Усиление. Куда усиление? 6 децибел. Ты что гонишь? На 8 тебе. 9. Все, 9. Больше не дам. 9 нормально стало? Или нет? Куда еле слышно-то?
9 этих усиления пошло. Так вот. Так вот. Нормально слышно, мадет кто-то уши поменял. Кстати, да, наушники не менял. Звук не кру. А ну давай я сам себя сейчас послушаю. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Звук не кру. А ну давай я сам себя сейчас послушаю. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну вот. Я на мини... Ну, это не минималка, это средняя. Вот. Я на мини... Ну, это не минималка, это средняя. Вот. Капец задержка маленькая. Я на мини... Ну, это не минималка, это средняя. Вот. Капец задержка маленькая. Я на 100, короче. Вот. Капец задержка маленькая. 100, короче. Так, ну там много меня уже хватит. Много меня не надо. Ну, можно, ну, все нормально вроде. Могу еще чуть громче сделать. Но тут проблема в том, что не сам громче будет этот, ну, короче, в общем, я сделал погромче. Фалус, что такое? Что случилось? Давай еще что-нибудь посмотрим. Решение... Ой, наоборот, может быть. Ну-ка, и что изменилось? Я беру его сейчас вообще... А, вот. Ну, можно вот так поставить. Минус 10 сделать. Поднять этот. Ну, закрыть, допустим. Не знаю, громче стало, нет. Короче. Пу-пу-пу. Так вот, возвращаемся к этой фигне. Еще кофеечек надо не забывать. Или как любила говорить моя бабушка, уши компотом мыл. Да не, ну на Твиче оно там надо на максимум, короче, ставить, чтобы прям хорошо было слышно. Но на среднем нормально, в принципе. Ждифалор слушал просто что-то на минималке там условно, а тут заходит ко мне, а я тихий. Так. Фаур так что, подчинилась? Нет, лучше стало, хуже стало. Фидбэк где? Где фидбэк? Добавление Ability System Component и атрибут set в башне. Теперь нужно добавить твой класс, бла-бла-бла. Компонент Ability System Component создает атрибут set. Есть, у нас создается вот эта фигня. Мы создаем Ability System этот компонент, делаем его, чтобы он replicated true был. Set Replication Mode. Напомню. У меня все хреново, вот это все правильно. Когда миллион макросов надо прописать, миллион всего создать. Нечего других стримеров смотреть, которые любят орать. Так. Дальше идем. В заголовочном файле. Да, это он тут мне показывает, как создать его весь. Это понятно. Потом атрибут set. Вот он, create default subobject, tower attribute set. Мы создаем еще дополнительно его. Создание геймплей эффект. Вот это меня вообще убило, и тут я остановился, дальше я не делал. Ну, я чуть-чуть еще сделал, но когда вот я его создал, дальше я уже все сказал, на стрим оставляем. Теперь самое интересное написано. Чтобы передать данные из TowerDA, то есть вот этого TowerDA, который мы записали, кстати, нам плюсы пока не нужны здесь. TowerDA, вот этот, который мы записали. Я ничего не менял. Ты всегда был громкий. Другие стримеры, которые были тихие, сейчас стали громкие, потому что я прибавил на наушниках звук, чтобы тебя слышать. Еще и звук читалки тихий стал. Тихий читалки стал. То читалку тише, то читалку громче. У всех все по-разному. Без понятия. Читалку громче, что ли, сделать? Я могу сделать вот так вот. Все, чуть-чуть сделал. На 0,5 дБ добавил. Но там и музыка, правда, добавится. Короче. Он говорит, мол, чтобы использовать, передать данные вот эти вот. Чтобы передать данные вот эти вот, которые здесь. В наш атрибут set, tower атрибут set. Кстати, он мне... не надо закрывать пока что. Мы будем использовать геймплей эффект. Это объект, который описывает, как изменять атрибуты. Создайте в редакторе Blueprint, унаследованный от Gameplay Effect. Блюпринты пошли, гениально. А может быть, кто-то был на концерте и немного оглох. Что ты его троллишь? Ну, тише стал, тише. Ну а что я сделал? Ну я сделал себя громче. Предлагаю идею Asmo Stream с исправлением багов.
Надо терку, это, знаешь, терка есть такая с дырочкой, ну, короче, теркой вот это вот микрофону. Создайте в редакторе Blueprint унаследованный над геймплей эффект. Назовем его, например, неважно как, большое название, я не помню, как я его назвал. Я, по-моему, так его и называл. Ну ладно, бывает. Вот так вот назовем, короче. Открой этот Blueprint и в панели Details найди секцию Modifiers. Modifiers. Вот он, Modifiers. Открой этот Blueprint и в панели Details найди секцию Modifier. Найди секцию Modifier. Что я только что это сделал? Я второй раз прочитал. Ну ладно. Добавь 3 элемента в массив Modifier. Элемент 1. Атрибуте. В атрибуте мы добавляем Tower Ability дамаги. И тут появился наш дамаги. То есть, который мы объявили через вот эту вот фигню, видимо. Он подтянул. Сейчас как там больно. Вот эту вот парашу. Короче, он туда подтянул вот эту вот фигню. То есть, damage. Вот он, damage. Так, возвращаемся. Override. Modifier OP. Полностью заменяет значение. Override. Ну, тут есть всякие разные. Add, мультиплееры. Modifier Magnitude. Modifier Magnitude мы не трогаем. Не трогаем. Magnitude Calculation Type. Magnitude Calculation Type ставим Scalable Float. Scalable Float. Есть. И магнитуде оставь на нуле. Оставь вообще easy. Все, есть. Это готово. Дальше следующий добавляем. Атрибут. Атрибут range ставим. Подожди, что? Тут все то же самое. То есть Scalable. Ой, подожди, это я не там. Range. Range. Override. Modifier Magnitude Scale Float. То же самое и на нуле. И третий элемент точно такой же. То есть добавляем его. Скрыть. Третий элемент. Fire Rate. Override. Scalable Float. И этот все. Compile. Save. Все отлично у нас. Шаг 4. Вот с этого я офигел. То, что нужно лезть в этот, еще добавлять. То есть я не могу чисто в плюсах делать. Если я хочу в плюсах. Мне надо сюда залазить. И это вообще балдеж. Либо мне неправильно это подсказывает, то есть это можно в плюсах сделать. Обновление метода спавна башни. Теперь изменим твой метод спавн куб implementation. Это который у меня спавнит. Где у меня спавнит? В билдере, по-моему, да? Не вижу. Увидел билдера. Да, вот spawn куб implementation. Для этого нам понадобится data asset на башню, которую мы спавним, то есть наш Tower DA. Предположим, что куб класс, твой класс башни содержит ссылку на свой data asset. Что значит предположим? Мне не нравится такое предположение. Или ты передаешь его в метод спавна, неважно. Для примера добавим его как параметр. Так, хорошо, вот он есть тут. Много текста. Получаем. Я, короче, его копирую. И сейчас будем с вами смотреть, разбираться, что тут вообще написано. Вот так вот делаем. Раз, два, три. Оп. Так, хорошо. Это мы отступили. Давайте я вот так сделаю. Есть. То есть он вначале проверяет вот эту вот фигню и проверяет дата-ассет. Хорошо, вопросов нет. Твой код для определения локации. Вообще без вопросов. Новая логика. Yes. Получаем Ability System Component. Из ставера Get Ability System Component. Есть такой метод, он его получил. Все правильно. То есть он может из ставера... Когда больно. Из ставера мастера. У него есть Get Ability System Component. Все верно, все четенько. Все четко. Вот это некрасиво, мне не нравится. Так, получаем класс нашего
GE предполагается, что ты его уже хранишь, например, в Builder AS. Получаем класс нашего GE. То есть вот этот класс, который мы сейчас создали, его нужно записать в этот самый tsubclass of вот эту вот фигню. Tower Initialize Effect. То есть это еще и отдельный товарищ, которого мы должны будем создать потом. Обалдеть. Создаем экземпляр handle эффекта. В геймплей эффект контекста. А ты мне инклюды, кстати, показал, какие надо? Нет. Молодец. Молодец, потому что не понимаю, что это такое. Ну, скорее всего, когда мы подключим вот эту вот парашу, чтобы он понимал, он тоже подтянет его. Да ладно. Хорошо. То есть нам нужно создать вот этот эффект. То есть, допустим, у нас в самой башне хранится вот этот эффект. Ну, в принципе, логично, да? То есть с башней связан эффект башни. Что? А чего так сложно? Пойду таблетку от головы выпью, а то чую сейчас заболит. Это газ, это удобно, это, понимаешь, это инновационно, это очень удобно, это всем пользуются, но без него вообще никак. Ну, то есть ты большие системы и без него не создашь, это же ужас. А вот с ним не ужас, с ним это радость, это ромашки, поле красивое. День добрый, я с вами не знаком, но мне уже прям очень интересно. Не видел еще процесса разработки на плюсах. А что за задачка сейчас? Можно коротко, чтобы втянуться. Добрый день. Добрый день, незнакомый, будем знакомы. Процесс. Сейчас делаем игру Tower Defense на Unreal Engine, C++, по сети, которая будет онлайн, все дела, 1 на 1 пока что. И используем внутреннюю такую систему, как GAS, Gameplay Ability System. И вот пытаемся разобраться в ней и плюемся с нее. Вот. Но это если так вкратце. Типа такого. Так вот, эта фигня хочет, чтобы мы его создали. Ладно, хорошо. Логично, в принципе. Окей, мы ее привязали, создали. Здорово. Создаем и используем GPT, там, Gemini, и вот это вот нам подсказки дал. То есть, что сейчас скопировали. Смотрим, что нам тут нарассказывали. Сейчас будем переделывать по-своему все, чтобы это работало. Короче, и смотреть, работает оно и не работает. Такая вот история. Обучаемся новому, так сказать. Хорошо. Указываем, кто создал эффект. То есть в этот эффект контекст мы передаем, кто его создал, а зачем. Ну да ладно. Создаем спецификацию эффекта, в которой можно записать динамические данные. Tower Initialize эффект. Это твой G Tower Initialize атрибутия. Ну, это вот это, который мы создали. Вот это, короче, параша. Вот она. Вот это вот. Кто? Tower Initialize эффект. Это вот это вот. Меня на собесах постоянно спрашивают, шарю ли в этой системе, а у меня руки не доходят посмотреть, что это. О, шляпа. Отвечаю. Это такая шляпа. Прям шляпа шляпная. Я пока, я только начал, условно, и мне пока не нравится то, что здесь происходит. Слишком замудрено, слишком много макросов, сильно много блюпринты еще туда-сюда, вот это вот. Пока, как было сказано на предыдущем стриме, что, мол, пока ты учишь этот самый, как его, GAS, ты думаешь, что это шляпа, а когда ты выучишь GAS, ты поймешь, ты уже будешь знать, что это шляпа. Вот типа такого. Так, вот это наш Tower Initialize атрибут. Мы сюда передаем этот геймплей эффект, вот этот. Угу. Есть контакт.
Мы его сюда передаем и получаем handle какой-то. Spec handle. Хорошо. Потом проверяем его на валидность. Spec handle. Data set атрибут by color magnitude. F gameplay tag, request gameplay tag, F. Йоу. Вот это удобно, я понимаю. Вот это удобно. По нейму обращаться к этим самым. Вот это удобно. Это удобно сделано. Это да, это прям уровень. Не только на сервере. Применяем эффект к башне. Делать это нужно только на сервере. Но у меня этот вроде... Что значит только на сервере? Что значит? Spawn Cube Implementation. Но это у меня серверный этот... Как его метод? Не вижу. Увидел. Ну да, вот. Серверы и релиабли. То есть он их записал, но он их еще не применил. Вот, есть такая вот фигня. Я сейчас просто пытаюсь осмыслить это. То есть... То есть у нас есть отдельный... Мы создаем отдельный класс, который uObject по факту. Вот есть там где-то витает. Где-то там. И чтобы нам поменять в какой-то параметр... акторе, нам надо не к актору обратиться, ну, вообще к актору. Чтобы поменять я сейчас вот этот самый. Чтобы поменять параметры, нам надо обратиться к актору, вытащить из него вот эти вот все штуки, потом пойти в ту хрень, которая где-то там витает. Если ее нет, ее создать. А если ее нету, она удалилась. Это что, все данные тоже полетели, как бы, до свидания? Или она существует уже, все, она уже существует, ну, понятно, наверное, пока указатель существует, ее этот не почистит, а удалится она, вероятнее всего, вместе с объектом, потому что на нее указателя не будет, ее этот почистит. Ну, наверное. Короче, нам надо обратиться к ней. А где они хранятся, еще раз, сами данные? Они же не в этой штуке хранятся или в этой, в эффекте? Они не в эффекте хранятся. Они хранятся в этой параше, как ее атрибут сете. Я шатал. То есть у нас есть компонент атрибут set, и у нас есть актор, и у нас есть вот эта фигня, которая левая вообще. То есть, я не знаю, это не может быть логичным, кажется, что если у тебя атрибуты хранятся в атрибут сете, то, наверное, атрибут set должен за это отвечать. Мы ничего левого не должны создавать. Но это мне так кажется. Ну, я не эксперт, я как бы, ну, как бы, только вчера открыл Unreal и этот самый, как его, и плюсы вообще не видел ни разу. Мне вот кажется так логично. Но у эпиков свое, видимо, видение было. Это же эпики вроде, да? Газ создавали. То есть мы создаем объект этот, если его нет. Ну, мы его должны записать. То, что он мне сказал, что постоянно его создавать, мне кажется, это шляпа. Мы должны его записать под uProperty и в акторе держать. Ну, потому что постоянно, когда меняются эти... Что нам, забираться и заново создавать? Это что, бред? Мы создаем эту хрень. И эта хрень уже подвязана под атрибут set. Потом мы отправляем в эту хрень, что надо поменять. Она отправляет в этот атрибут set. А потом, когда нам надо... Короче, мы какую-то лишнюю прослойку создаем. А зачем? Не, в этом по-любому была какая-то логика. По-любому. Я просто ее не догоняю. И поэтому для меня это странная какая-то фигня получается.
Ну, в общем, успех, успех. Хорошо. Давайте делать теперь это все, добавлять к нам. То есть у нас есть датассет. Хорошо. Я еще никуда не добавлял этот датассет. Он должен откуда-то быть. По-хорошему, у нас в датассете вообще все должно будет храниться, я думаю. У нас и иконки какие-то, и картинки, и все, короче, там хранится. То есть башни у нас, опять же, будут реализованы в виде... Ну, то есть у нас есть мастер, башенка, да, а все остальное у нее уже... Это датассет, и все остальное мы настраиваем. Да. Окей. Все это остальное мы настраиваем. То есть получается, что при спавне, ну, он должен будет откуда-то ее взять. То есть когда мы кликаем, понятно, что мы там выбираем что-то, да, у нас там есть интерфейс, мы что-то выбрали, какую-то штуку, бац, мы этот датассет, который мы там выбрали из карточек этих условных, мы отправили себе там, записали, то что вот это вот, когда мы кликаем, мы берем оттуда ее с хранилища. Сейчас мы, наверное, создадим темп какой-нибудь, темп Vault какой-нибудь. Временное хранилище. Это датаст. Пропишем этот датаст, чтобы он с него тянул. Все это в билдере, естественно. То есть мы сейчас идем в билдера. Билдер AS. И вот сюда, вот я думаю, в паблик, чтобы не тянуть, все это ее property пропишем. Edit anywhere, blueprint read only, нечего сюда лазить. Категория MGC. Потом нас интересует Tower DA наш. Я можешь объяснить разницу Data Asset и Data Table? Ну, Data Asset это, ну и то это объект, да, но Data Table это просто структурированная такая вот, короче, если очень грубо, это просто массив с таблицами, который тебе просто красиво ее потом показывает. То есть ты можешь каждый элемент таблицы красиво посмотреть. Вот. А Data Asset это у тебя полноценный объект, которым ты можешь методы свои давать. Но вообще он используется для хранения данных, и ты можешь в нем писать методы для обработки этих данных. Вот. Типа такого. И чем прекрасен Data Asset, тем, что он один. То есть тебе не нужно его даже создавать самостоятельно. То есть если ты его уже загрузил в память, он уже созданный, то есть ты его не создаешь как объект. Тебе не нужно над этим париться. И он, опять же, вот один. То есть, условно, если у тебя есть 10 врагов на сцене, но они все одинаковые. Если ты будешь данные, вот эти основные, которые хранить в каждом из этих врагов, ну, хотя он передает их, ну да, он-то их все равно передал какие-нибудь, которые меняются. Но есть, которые не меняются, допустим, которые достаются только из этого. Это как хранилище, оно одно хранится, короче, оно не повторяется. Я не знаю, херово объяснил. На врагах хреново это. Это в предметах больше подходит. То, что у тебя предметы постоянно... Вот в инвентаре предметы есть. У тебя там миллион ячеек, да, каких-то. И все засрато предметами. И у тебя один предмет, и у тебя одна как бы датаса. То есть вся информация там хранится, у тебя только указатель на вот эту вот информацию висит. А не повторяется миллион раз. Ну, короче, как хранилище для информации, где можно свои методы описать и работать с ними. Соответственно, туда же и наследование попадает. То есть ты можешь наследоваться, виртуал войды всяких хреначить. То есть очень удобно собирать информацию в зависимости от классов, то есть чтобы они там разные вещи возвращали. То есть у тебя есть какой-нибудь условный мастер, который правит всеми датассет, и ты всегда к нему обращаешься и вызываешь... Короче, Virtual Void не надо объяснять, что это такое, виртуальные методы, как с ними можно работать. Ну, в общем, короче, удобное хранилище. Вот такая вот фигня. А Data Table, я же говорю, массив структур, если так вот, с которым удобно работать, с которым просто удобно работать. Ну и JSON он еще принимает, точно. Его же можно записать как JSON. И еще там, как что-то он, тоже его можно записать, не помню. Data Table. Ну, тоже хранилище данных. Такое вот.
U-Tower D нас интересует. Это будет темп. Темп Void. Темп Vault. Хранилище. Темп Vault D. Так вот, сделаем. А чё он ругается уже на это? U-Builders. Ты чё, дурак, что ли? Ну ладно, это он, наверное, тупит. Да, он может из-за тех макросов тупить. Так что там тоже приколюшки будет. Так, то есть мы сюда, в наш код, мы наш код пока только меняем, если не... что происходит? Если не наш... Не-не-не-не-не-не-не, темп... темп... волт... А волт через O пишется? Волт. Волт D. Если не темп волт D... Ой, прекрасно, он даже не видит этот... Окей. Окей. Pointer, get owner, бла-бла-бла. Потом нам надо, чтобы он еще вот этот класс в себе держал, но он его достает из самого тавера. То есть сам тавер должен его держать. А так как у каждого этот будет этот, соответственно, этот тавер D должен, вот этот параш должен держать в себе. То есть... Где он тут подсказку вот эту оставлял? Мне вот эта вот штучка должна быть. You gameplay эффект. Ну, давай так вот сделаем. Gameplay эффект. Или Tower Initialize эффект. Вот это, мне кажется, больше подходит. Tower Initialize эффект. Хорошо, есть. Мы это создали. Это у нас в нашем Tower Temp Void DE находится. Великолепно. Великолепно. Make эффект контекст. Куда ты его вытащил? Из Get Ability System Component. Type. Get эффект Component. Get эффект Component. Gameplay эффект Spec Handle мы получили. И через этот Spec Handle мы достаем дата. И в этом дата указатель у нас set. Вот мне интересно, это он обиделся? Фу, обиделся. Это он ошибся? Или как это? Set. Ну, set, окей. Set, да. Я что-то не понимаю. Ну, типа set setting, скорее всего. Но вид прикольный, set. Дата таверанги. Ну, хорошо. Так, еще раз по порядку идем. Здесь мы заспавнили нашего... Кого нашего? Нашего тавера, бла-бла-бла. И все, вот тавер заспавнен, и все. Вот это вот часть, я так понимаю, четкое повторение того, что у меня тут было. Это мы все скроем. Далее. Нам это повторение не надо. А потом тавер, он проверил его, сделал. Main PC. Зачем ты get player state at тавер? А, ты вот это повторяешь, я понял.
Это тоже все не надо. Это тоже все не надо. Вот она, новая логика. Ну, это тоже уберем тогда. Все, новая логика Gets. Я, наверное, закрою, потому что сейчас будем его компилировать, ошибки исправлять. Тем более, скорее всего, не скомпилируется из-за вот этой вот параши. Вот этой вот. Ему тут что-то очень сильно не нравится. Close gameplay. Game code to specify rep notify condition. Или он на вот этот регелится. Я хз. То есть ему не нравится, когда и там объявлено. Я без понятия, что ему не нравится. Ну, было бы больше понятия, если бы я прочитал. Написано нормально, вдумчиво, и понял, что там. Но мы так по такому пути не ходим. Значит, мы получаем Ability System Component. Получили. Это я хочу делать через чекпоинтер. Чекпоинтер. Ну, ГЭС по полной юзаем. Да. Ну, либо он нас юзает. Непонятно. А какая ключевая цель этого плагина? Лично вы куда его применить хотите? Да я хочу просто понять, что он вообще из себя представляет. Ну, он типа хорош. В чем я пока не понял. Но он типа хорош. Ну, мне на протяжении сколько года, наверное, дрочили меня, типа, гес. Ну, вот решил попробовать освоить, посмотреть, что это такое вообще, с чем это все едят. И так далее. Ну, а где применить? Ну, в своем проекте хочу его применить. Вот сейчас этим и занимаемся. Но пока у меня не очень хорошее впечатление от МГС. Это шляпа, если честно. Ну, это шляпа шляпная. Но я пока делаю ставку, что шляпа шляпная только из-за того, что я пока не понимаю его логики, смысла. То есть вот это вообще... Да, конечно, окол. Конечно, окол. Блять, на тёгах хуета. Ну вот это вот, да, вот это, конечно... Вот это прям шляпа шляпная, вот это вот. Самому такое состряпять можно. Ну да. Так, получаем класс нашего G. Предполагается, что ты его уже хранишь. Нет, я его не там храню. Make effect context. Что это значит? Undefined. Every gameplay. Что значит? Ну да, undefined. Что-то я его изменил. Так. CS. Это вот порнографию прекращаю баловаться. Тут есть. А чё все, или как это самое... Как, короче, чё его все хвалят? Этот газ прям, все прям ссутся кипятком от него. Ну ладно, все, я не знаю насчет всех. Но что мне мозг выносили по его поводу? Гес, давай, Гес, это великолепие, это чудесно, это прекрасно. Я честно хз. Вот я тоже пока хз. Пока я вижу, ну, типа сделали свою систему и все, то есть Это чужая типа система. Система, которая позволяет гибко управлять атрибутами, я так понял, и их модификацией. Но насчет гибко, я не знаю, гибко или нет, потому что там меня заставили в том этом выбрать, как именно управляются они. То есть через перезапись, добавление там было и прочее. То есть для меня это просто, для меня это какая-то жесть. Я в блюпринтах настраиваю добавить, что мне, вот я буду добавлять, или перезаписывать, или отнимать атрибут. Просто мне блюпринты что-то указывают. Это для меня просто взрыв мозга. Так, вернемся. Я бы свое написал под свои нужды и как мне удобно. Вот, это одобряем. Я пока не пожалел в том, что в предыдущем проекте я так делал. Писал свое, я получил удовольствие. То, что я... Короче, во-первых, писал, во-вторых... в общем,
Мне понравилось свою писать. Вот то, чем я сейчас занимаюсь, мне не очень нравится, но чуть-чуть есть интерес разобраться в этом. Чуть-чуть. Вот так вот где-то примерно. Ну, в прошлом проекте система статов, мне кажется, была намного понятнее и гибче. Может быть, может быть. Ну, сейчас набегут любители ГЭС и расскажут, что, короче, я что-то не знаю, и ты вообще мне поддакиваешь, и вообще тут, короче, мы ничего не шарим. ГЭС — это лучшее, что есть. У меня есть подозрение, что вот блюпринты — это уже упрощение программирования. А этот плагин уже хранит прям классические классы персонаж, сундук, скилл и т.д. В общем, Roblox в Unreal. Ну, может а быть, я в да. Unreal не шарю. Ну, короче, пока, я уже сказал, мне не нравится. Особенно вот это пипец. Это ужас, короче. Да Обращаться... все тулзы сделаны, чтоб недопрогеры могли на своих, и юзая газ сделать убийцу Ведьмака 3. Ну, кстати, может быть, газ, да, он больше как не для человека, который на плюсах что-то пишет, а для вот любителей блюпринтов, потому что на блюпринтах, мне кажется, с газом будет куда проще, чем без газа. То есть на блюпринтах писать свои системы, которые есть в ГЭС, вот это вот все обращения, там, репликации, туда-сюда, вот свои там систему скиллов какой-нибудь писать. На блюпринтах это будет, мне кажется, менее эффективнее, чем сразу с GES. Ну и плюс GES — это стандартизация. В плане того, что ты, ну, как бы человек, знающий GES, он может прийти в другую команду, которая тоже использует GES. И ты, соответственно, можешь вот этот вот... стандартизация. Что мне еще сказать? А если ты пишешь свою систему, то тебе нужно потратить, ну, нанять человека, который будет, ну, разбираться еще там месяц ему дать, там 1,5 месяца, он вообще вдуплил, что тут вообще происходит, как это все работает, как взаимосвязки. А так ты нанимаешь нового человека, он уже типа в теме, все, понеслась. Вот еще с такой стороны. ОП это, а не стандартизация. Ну, можно и так. Так, мы никак не вернемся. Вот стандартизацией, думаю, ты в точку попал. Да. Точно в точку. Ладно, F7. Ну, понятно, что у меня ошибки следует. Может, он просто раздуплится. С половиной. Плюс он get world мне что-то это, и он не видит эти. Ну, как-то там раздуплится. Не, он не раздуплится. А почему он не раздуплится? Почему ему не нравится? Начнем с этого. Класс has member. Has no member. Я сейчас дам больно. В смысле, has no member. Где билдер? Вот он. Вот спаун кубе имплементатион. Вот он же залетает сюда, все. Он должен. Он обязан. То же самое с вот этим. Почему он не видит темп World D? Смотри, а тут видит, а тут не видит. Он на begin play тут подчеркивает. Это ему нормально. Гетовнера ему не нравится. Ну, правильно, потому что он не понимает вообще, что это такое. Он, скорее всего, и this для него будет ошибка. Хотя здесь он достал из тавера этот, потому что тавер здесь объявился. Знает, что это за класс. Окей, мы проверили этого. Дальше получаем класс нашего чипа. Предполагается, что ты его уже хранишь в билдер CS. Ее property бла-бла-бла. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. То есть вот сюда вот мы должны из вот этого товарища достать этот... Ой, подожди. Мне надо сюда его дописывать. Подожди.
Я же хочу этот... Потом все там порядок наведем. Это не столь важно сейчас. У нас есть вот эта вот фигня. Вот эта вот фигня, я пока вообще не понимаю, что с ней делать. Чуть зачем это? Где это используется? А, это сюда передается. Без этого мы не создадим вот этот handle. Вот это я уже понял. Это уже понятно. Ну да, вот он this подчеркивает. Я не понимаю, что такое this. Ой. А, то есть я тебя удалил. А, я понял. Я тебя туда-сюда удалил, и тебе полегчало. Я понял. Я тебя понял. Визуалка, спасибо. Спасибо, визуалка. Make effect контекст. Is not allowed. Но он не подключен. Скорее всего, сейчас подключим Ability System Component. И ему полегчает. Кстати, где мы создавали? В тавере, правильно? Тавер нужен. Тавер Кстати, мастер. это же Versus Code. Почему не просто Versus? В смысле Versus Code? Это не Versus Code. Это Visual Studio. Сейчас ждешь, что это Versus Code. У него разве есть отладчики вот эти вот всякие там, дебаги, вот это вот менюшки всякие есть? Менюш нету, это он же не может компилировать. Или что? Или куда? Так, Ability System Component. Вот это вот. Ну, нам надо. И смета. Так, есть, добавили. Есть контакт, хорошо. Так, хорошо. Эффект контент. Сорян, быканул. Я слепой. Ничего страшного. Это source object. Вот это я вообще не понял. А еще я не понял, что мы записываем его сюда в качестве... Все это записывается в качестве структур. В качестве структур. И мне это не нравится. Taver initialize. Taver. Он же не знает, что такое D этот. Сейчас надо добавить его. Так, ну, датаст я, наверное, в начале использовать. Data assets. Давай. IRD. Сюда мы его подключим. Taver initialize эффект. Есть контакт. Передали. Эффект контекст. Так, ну, во-первых, мне не нравятся вот эти вот все названия. Не представил, некрасиво. Сейчас у нас такой код стайл, поэтому мы пишем так. С помощью андершляппинга. Контекст. Есть, окей. Окей. Ability, Taver initialize. Мы передали, потом мы его на валидность можем проверить. Хорошо, если мы можем на валидность проверить, значит мы можем его записать. Мы его можем записать. Если мы его можем записать и потом проверять на валидность, значит мы сейчас сделаем нашу замечательную такую вещь. А я не знаю, мы метод правильно. Я, наверное, сейчас метод напишу. Хочу метод написать. Вы хотите метод написать? Потому что я хочу метод написать. Ну, пока что я его в private отправлю. Пока что. Он будет у нас, смотрите, какая история. Он будет у нас возвращать fgameplay. А я не хочу сюда добавлять, слушайте, этот самый Ability System Component. Слушай, товарищ, а ты случайно не... Блин, ты в пачке структур, да, хранишься? В пачке структур хранится. Это А что это за пример слева? Ты где его взял? Это мне этот Gemini написал его. Или что за пример слева? Это что-то там он было, да? Где геймплей эффект handle? Просто мне сейчас его надо будет использовать в качестве... Я хочу создать вот здесь поле, и поэтому через класс-то мы не можем создать его.
Поэтому, если ты про вот это мне этот написал Геминай. А сколько в разработке людей участвует? Ну, 1 с половинкой. Есть просто целая репа по ГЭС. Что значит репа? Что подразумевается под репой? У меня просто несколько вариантов. Я не хочу их озвучивать, пока не узнаю истины. Репозиторий с учебным проектом. Не наш путь. Наш путь есть задача, ищем решение по нее. А не, типа, просматриваем все, потом нахер забываем. Все равно идем по истинному пути. Так вот, я хочу создать вот эту вот фигню. Потому что нам ее надо постоянно получать. И потом спрашивать ее на валидность. О, мать, женщин. Подожди. Это не совсем так работает. Нет, там структурировано и хотя бы по заголовкам в доках можно понаходить. Типа как а-ля вот это вот объявление, вот это. Но вот это вот может быть и полезная история. Надо будет поискать потом. Ну, это я сказал и уже забыл об этом. Если вспомню, будет посмотреть. Мы не сможем записать, потому что он же из разных вот этих эффектов контекстов забирает их. А для каждого спавна они разные будут. То есть нам всегда надо будет их получать. Ну да, пошел я нафиг, получается. Ладно, короче, это уже вопросы оптимизации. Это потом, когда у нас что-то будет работать. И опять смотри, все похерил. Смотри. Имплементатин пишем. Спасибо, визуалка. Визуалка. If spec handle is valid, у него есть вот такая вот фишка. Мы вот так вот развернем его и вот здесь вот сделаем alarm log наш и return. Сделаем alarm log или return и return вот такую вот штучку. И дальше что он от нас хочет? Он хочет, чтобы мы из дата вытащили set. Ужас, короче. Он хочет ужас, если честно. Но вот это меня прям не больно. Не больно. Я хочу спросить с людей, которые мне рассказывают за мой непонятный код, про вот это вот, про вот это вот, про вот. То, что у меня там что-то не так вводится. Я хочу про вот это спросить. И про нейминг мой я хочу спросить за set. Так. Ну. Правда, я еще хочу спросить за метод spawn. Оно сохранил, кстати, F2. Я удалял же его. Букмарк этот. За вот это хочу спросить. Спаунактор. Опа, подожди, а что спаунактор изменился? Касс спаунактор. Трансформер, здесь спаун, return спаунактор. Вот он, настоящий спаунактор. Вот он, красавчик. За вот эту лесенку и фелсов хочу спросить. За свечи непонятные, за вот это вот все хочу спросить. Точно это все еще идет один метод. За как там солиды, вот эти вот всякие умные словечки, там вот эти вот паттерны, херят. Вот это. Да ладно, это детские травмы. Мы отсюда достаем. Бля, ты в рендер не лез. Там еще все веселее, да? Там пиздец функций. Магические цифры есть? Много магических цифр. Меня любят это вот подрочить этими самыми. Magic number. Есть там или нет? Так, сделали, значит, damage, range, fire. Мы их туда записали. И обязательно мы должны, имея эффект к башне, делать это нужно только на сервере. Но если у нас метод сам сервер и reliable,
то это получается, что как бы вызов будет на сервере. Соответственно, что правильно, мы его спокойно так делаем. Ctrl-C и сюда Ctrl-V. Has authority. Has authority. А нам это даже не... Вот тут разыменование идет. То есть нам это даже не надо делать. Has authority. Я правильно понимаю? Или я ничего не понимаю? Все, это же у нас... Мнение других — это ладно. Интересное состояние — это испанский стыд за собственный код вторых месячной давности, и чем дальше, тем веселее, все равно через 2 месяца краснеешь. У тебя есть подобное? Да у меня и всегда есть мой код. Код. Я уже, типа, мол, оно работает. Самое... Я вот... Да, есть ответ на вопрос, да? И по этому поводу я себе, ну, не почти что сразу, как вот начал стримить и этот самый... и учиться программировать и так далее, я понял одну вещь. Вот, короче, первое правило: код должен работать. Если он работает, все, хорошо. Дальше это то, насколько эффективно он работает. То есть оптимизация его с точки зрения работы. То есть быстро он работает или медленно работает. То есть кеширует он данные или не кеширует. Там, да? То есть такая вот. И третье — это уже красота. Другие люди, их интересует красота, в первую очередь. Вот почему. Ну, это как я воспринимаю, когда мне говорят, у тебя что-то некрасиво, там, да, там неправильно что-то написано, я воспринимаю это как с точки зрения красоты. А для меня первое главное, чтобы он работал. Если он работает, значит, все хорошо с ним. А потом вопрос, как именно он работает. Быстро или не быстро. А потом уже, как он выглядит. Вот. Так вот, вопрос. У нас вот это вот... Я хочу спросить у ГПТ, если метод вот такой... Если метод вот такой... Ну-ка. Кстати, ГПТ не справился, он мне херню насоветовал. Вот Gemini мне вот эту вот фигню посоветовал. Сейчас будем смотреть, работает ли. Если... метод этот, то нам надо... вот эту вот шляпу делать. Давай. Что, ну, по логике нет. Нет, если метод помечен как G, то RPC, и смысл его в том, что клиент вызывает функцию, она уходит на сервер, выполняется только на сервере. И все, как бы. Нам не надо делать лишнюю проверочку. Хорошо. Так, а ACP мы проверили. CS, ASC. Ability System Component. Хорошо, мы проверили. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Я хочу вот так вот. Да, твою-то мать. О, это то, что доктор прописал. Есть такая история. И это получается мы set by color magnet. То есть, я сейчас очень внимательно говорю. Вот. Чтобы нам в дальнейшем поменять что-то, мало того, что мы должны обратиться к объекту, но, скорее всего, объект вот эту вот парашу должен сохранить. То есть, вероятнее всего, мы вот в тавере запустим какой-нибудь, инициализацию, где он вот эту вот часть, он сделает, и вот эта фигня у него будет уже записана. То есть ему не надо будет постоянно получать эти данные. То есть мы передадим ему DA, он его себе уже записал, то есть у него уже есть эта вся информация, ну, именно датас это в нем записано, и он получит вот эту вот фигню. И в следующий раз, когда мы обратимся, то есть у нас не будет вот это вызываться. Ну, и, соответственно, нам не надо будет это все получать, соответственно, оптимизация. Парам-пам-пам. Но мы вернем вот этот handle по ссылке константной. Кстати, я не знаю, если мы по константной ссылке, наверное, вернем, мы не сможем вызвать. Это нифига не константная ссылка, будет прикольно. Мы возвращаем его, и нам надо будет достать оттуда вот дату. Кстати, дату можно сразу вернуть.
Ну, либо написать методы, которые принимают в себя именно свой метод написать, чтобы эту парашу постоянно не вызывать. Чуть не шипит, так не шипи. Шипит. На меня комп шипит. Или розетка, я не понял. Что-то на меня шипит. Мы, значит... Ну, ладно, свой метод написать, который принимает в себя fname, да, но это бред. Ну, то есть буквально, вот я же напишу сюда вот так вот. Ну, и он мне ни ошибку не выдаст, ничего мне не выдаст. Ищи потом, что ты не так вписал, это же ужас. Это же ужасный ужас. Это жесть. Это жестокая жесть. Я вижу решение, которое делали в предыдущем проекте. В FPS, когда мы делали. Это енамы наши. То есть все вот эти параметры засунуть в общий enum, написать метод, который просто принимает этот enum, и мы вызываем метод у объекта change state, который принимает вот этот enum, и чисто там через switch, который будет назначать вот эти, они будут в одном месте все находиться. И все. Как вам идея? А? То есть, вот буквально у нас есть вот этот тавер. Вот мы его здесь заспавнили. Мы берем, шлепаем init, инициализация, init пишем. Полетел туда, data asset передали. Он его инициализировал, все, он есть. А потом мы из тавера, ну, если нам надо, мы там сохраняем его указатель и прочее. И в любой момент, когда нам надо что-то изменить, мы просто берем и пишем, типа, change атрибут или set атрибут, типа такого. И туда enum засовываем, типа damage, range, fire rate. Но у нас нет, типа, шанса на ошибку. Он все собрал. Ты же ругался вот тут вот. Уже не ругается. Ну, визуалка засранка. А как мы проверим? Ауф. А как мы проверим? Подожди. Тавер атрибут set. Тавер атрибут set. Ну, это же uObject. А у uObject нету, типа, тика, правильно? Ну, у него же тика нету. Метода тик. Или есть? Тик. Тик. Дай мне тик. Ctrl find. Давай тик. Тик. Найди мне тик. Хочу тик. А, пошло. Ну, я понял, я пошел. То есть у него нет тика никакого. А, ну можно таймер, конечно, сделать. Вот сюда таймер запустить, пусть шлепает. Так он вне контекста мира находится, дело в том, что... Или в контексте, подожди, мы же передали. А вот сейчас и узнаем, он может get world получить? А ну-ка. Get world. Ну может, да, значит все хорошо у него. Get world, get timer. Таймер менеджер. Set таймер. Я просто хочу сейчас поставить таймер, который... Короче, который будет печатать нам этот... данные вот эти демеджи и прочее, которые в нем записаны. Taver AS. А как с него вытащить данные? То есть это структура точка get base value. Ну вот она, get base value, я так понимаю, вернет флот. Да, замечательно. Таймер handle. Таймер handle equal шлеп. Таймер handle equal
handle. Что там дальше, по-моему, лямбда, да, он принимает. Я метод отдельно не буду вводить. Потом время, если мне не изменяет память. Да, флот какой-нибудь там. Каждый... Давай 2 секунды 0. Каждые 2 секунды труд и вечно отправляешься. И здесь мы... удалить. Сюда мы наш debug message вызовем на 2 секунды те же. Те же на 2 секунды. String as number from int. А если я дабл хочу? Не, ну там должна быть f-string. String to. Не, ну это to. Нам надо типа from. Либо as. As numeric. Но as numeric у этого есть. Хорошо, ладно, я не мудрю. F. Текст to string. To string. Подожди, а как мы это делаем? Текст, мы же через точку правильно можем здесь сделать toString. Ну да, toString текст. Только вот этот делается через asNumber. А я скопировал, да? Я скопировал. Все, получил toString. Все, есть контакт. Number 2 секунды. Каждый он нам range делает. А давайте и следующие посмотрим. Fire rate и дамаги. И дамаги есть. Угу. То есть в дата... Во-первых, мы должны в компоненту сейчас записать наш data asset. Вот это не забыть. А потом мы должны в самом data asset вот эти вот параметры ввести. Ввести эти параметры и ввести вот туда тот объект, который есть. И тогда все будет окей. Не, ну слушайте, если действительно можно... Ну, точнее, понятно, что можно написать свой метод. Сейчас напишем свой метод, который просто принимает enum. Это куда проще с этим работать. Нет возможности на ошибку. То есть, если ты напишешь damage, а не damage, но у тебя просто ошибка будет, у тебя enum не пропустит того. И плюс у тебя выборка есть. А там у тебя выборки никакой нет. То есть, ты четко должен знать, что вот через точку там же он обозначает. Вот этот весь путь. Вот это дата, точка, там же точка еще, может быть, точка, дрочка и ошибка. И все не работает. Вот эту парашу надо поместить в Data Asset. И в Data Asset у нас должны быть эти вот штуки. То есть range у нас 2000, fire rate 1.0, damage 10. Все запомнили? То есть 2000, 1 и 10. Хорошо. Это что, вентилятор, что ли? Что-то там драконит. Страшно. Так. Play. Ну да, мы же в этот не поставили. Data не добавили. В build CS. Build. Это тестовая там фигня. Пусть стоит. Куб класс temp volt. Вот сюда вот его поставить. Compile. From config or requested gameplay tag was not found.
tags must be loaded from config or registered as native tag. Что значит? Что значит? На каком языке со мной общаются? Request gameplay tag. Implementation. То есть он дошел до сюда. То есть так-то он не хочет. Хорошо, хорошо, хорошо. Чтобы set by color магнитуд работал. А, это еще не все. Гайд как бы продолжается. Гайд как бы продолжается. Подожди. Я вот это скопирую. Ладно, если выбить еще раз ошибку, разберемся. Оказывается, гайд это еще не закончен. Чтобы set by color магнитуде, это вот это set. Сработал, вернись в свой тавер initialize атрибуте и измени магнитуде calculation type у всех трех модификаторов на set by color в поле data tag. Data tag укажи соответствующие таги. Так мы только что это делали. Ты еще задрачиваешь, что ли? Это же было уже. Этим мы уже занимались. Это интересно, говорит, вернись. Сейчас вернемся. Так, вот эта фигня есть. Вернись и измени магнитуде calculation type. Магнитуde calculation type. А зачем мы ставили вот этот скалабле float? Set by color. Set by color. Оп, и та параша исчезла, смотри. Вот это тоже аишка всех заменит, да? Сказал одну сделать, потом другое. Set by color. Set by color. Ой, подожди, это не то, стой. Override. А, магнитуде. Set by color. А, или мы там вообще его не трогали. Ну да, мы его там не трогали. Set by color. Color. Так, в поле data tag укажи соответствующие теги. В поле data tag. Поле. Удобство. Это наше все. Это удобно. Это великолепно. Таги это вообще огонь. Как тут все грамотно сделано. Еще раз. Что? Data damage. Так тут нет дата. Геймплей QE есть. Дата, так, укажи. Дата damage. Или это мне их вообще надо прописать, в принципе, их же типа не существует. То есть дата, точка, дамаги. Он, наверное, имеет в виду в поле дата, так укажи соответствующие таги. То есть мне их надо именно создать. Коммент, никаких комментов. Add new tag. You must specify your file for gameplay tags. Что значит? А здесь gameplay tag. Типа не то, что здесь поменяется, сейчас то же самое выдаст. А что значит you must specify? В смысле specified? Мне нравится. Где кнопка specify? Тут большая. Что это такое?
Так, давай ГПТ. Пока это больше выглядит как пиши меньше кода и больше кликай мышкой. А потом мы удивляемся, почему современнее игры требуют столько ресурсов. Ну, вероятнее всего, да. Ну, я же говорю, пока какая-то херня. То есть ты действительно какие-то таблички открываешь, какие-то галочки везде ставишь, тупо сидишь. Но это чисто блюпринтовая тема. Ну, действительно, чисто блюпринтовая тема. Вот. То есть ты тут с программированием ничего не... Ну, ты просто в табличке какой-то сидишь, ты клацаешь. Что там, что он хочет? You must specify your source file for gameplay tags. You must specify. Чё? Specified? Specified a source file. Source file for gameplay tag. Справить, давай, ГПТ. Это часто проблема при сообществе вроде как you must specify. Да, означает, что пытаешься добавить новый тег прямо в редакторе, но у тебя нет подключенного источника тегов. Public dependency module names add range string gameplay tag. Создай дата table с тегами. Мы что-то такое делали, кстати, в прошлом проекте. Что-то такое было. Так, давай SBD. Вот тут по почку создадим типа tags. Tags. Желтая будет. Не, хочу болото какое-то дать ей. Болотный цвет. Болото. Не совсем то, ну ладно. Так. Включи модуль геймплея в build CS проекта Gameplay Tags. Ну, давай посмотрим, включен ли у меня тут он или нет. Build.cs. CS, смотри. Так, меня не интересует этот, меня интересует свой. Gameplay Tasks, Gameplay Tags. Есть контакт. Хорошо, закрою его. Создай дату table с тегом. View контент браузер. Add new. Что это? Miscellaneous. Data table. Miscellaneous. Data table. Хорошо. Выбираешь ролл в структуре gameplay tag table row. Gameplay tag table row. Создал, окей. DT gameplay tag. Ну, это логично. DT gameplay tag. Есть. Прощай. Назови, например. Tags. Ну, неважно. Tags. Gameplay tags. Следующий Project Settings. Edit Project Settings Gameplay tags. Edit Project Settings. Gameplay. Play tag. Это response in table. Нету. В секции gameplay tag tables. Table list. Вот это что ли? Gameplay tag table list. Tag tables. А вот тут есть. Значит, вот это будем использовать. Это что такое? Мне не нравится, что-то страшное. Добавляешь новые теги. Теперь можно открывать это и вписывать новые строки. Сейчас посмотрим, что там было. Можно, что нельзя. Ну, я помню, мы делали, ну, я не помню, как мы это делали. Ну, вот так вот мы это и делали, но, короче, мы это делали. Так, и новые теги вписываешь. Data. . 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
Дамаги. Дата.дамаги. Что там еще было? И вот здесь вот она появится, правильно? Дата. Да, дата damage есть контакт. Какой ужас. А вы представьте, что это теперь поменять нельзя. Это поменять нельзя теперь. Скажите, а почему? А теперь представьте проект, где 200, 300 тысяч, миллион строк кода, и он использует вот этот guess. И вот вам захотелось поменять имя вот это вот. И это просто все летит. Вот в блюпринтах кто-то взял, там поменял, и весь код просто отваливается нахер. И никаких ошибок, главное, он не пишет. А ладно, он же напишет ошибку. А был бы обычный Йонум из кода, где делаешь ренейм. Да, да. Енам делаешь, и все, он сразу подтянул. Но он там тоже, понятно, что там тоже везде менять надо будет его. Но там везде ошибки, ты сразу увидишь кучу ошибок. А этот скомпилируется, но в процессе как бы запуска, то есть его надо тестить, а могут быть такие моменты, которые там появляются у игрока там раз в 1000 лет условно, да? И кто-то его словит, и у него ошибка будет. Как бы, вот в этом прикол. А тут у тебя сразу ошибка будет. То есть он даже не, он не соберется. Все, у тебя как бы проблема. И ты понимаешь, где у тебя проблема. Понятно, что ренейм, он все сломает в любом случае. Просто там ты сразу видишь, где ошибка. А тут ты не увидишь, не узнаешь, где ошибка. Ты даже когда будешь исправлять ее, даже если ты все это выбираешь, и ты это исправляешь потом, даже если точечно что-то прям супер усердно, ты где-то ошибку одну делаешь, и ты не поймешь, что ты ее сделал. Это просто великолепие. Это лучшее, что было сделано. Так, возвращаемся. Нам надо вот эти дамаги все сделать. Да? Да. Дата дамагия. Дата дамагия. Вот мне теперь следишь, чтобы я правильно все это написал. Это великолепие. Это... Так. Вот здесь, значит, ранги. Ну, типа раньше. Делаем. Дата range. Data fire rate. А вот тут самое интересное начинается. Знаете почему? Потому что у меня-то андершляпинг. Вот я думаю, теперь в таге мы используем андершляпинг или нет. То есть понятно, что мы само поле у нас называется через андершляпинг. Но здесь мы будем использовать андершляпинг или нет? С одной стороны, если мы не используем, значит, у них отличается название. Это типа потом может, проблемы, короче, быть. А если у них не отличается, тоже проблема, потому что они не отличаются. Точнее, если он не отличается, это дополнительно просто такая вот фигня появляется, и все. Ну, короче, мы возьмем это. С андершляпингом. Сюда вот вставляем с андершляпингом. Все, есть. Здесь fire rate. Fire rate. Все сохранить. Возвращаемся в эту фигню. Это великолепие. Возвращаемся в эту фигню. Но это похоже, кстати, на то, что я делал с рунами. Когда я реализовывал, вот это последние механики были с рунами для крафта. Вот очень похожая фигня. Нам тоже там приходилось эту фигню делать. Ну, там мы рецепт оставили, делали, а тут целая система на это. Точнее, вообще глобал. Вот этот весь. Я запутался. Нам нужно вот тут раскрыть его. И вот тут показать, что это у нас кто? Это у нас range. Так, damage, range, fire rate, раскрыть, data, fire rate. Все, сейв. Сохранили. Шаг 5. Изменение атрибутов во время игры. Для изменения... понятно, пока нам не надо изменить атрибутов. Но мы улетаем все равно в помойку. Дело в том, что, понимаешь? Чем прикол? Если что мы сейчас сделали, еще ему дают одно место. Я сейчас вот так вот делаю. Сейчас вот так вот делаю. Оп.
И идем по колстеку. Где этот вызов был? О, ну это прекрасно. Не надо ничего делать. Молодец, да. Подожди, он дошел до последнего, смотри. То есть он первый отработал. Ему последний не понравился. Потому что я не... Я понял. Я понял. ГПТ написал, что подхватит изменения, если создал так в движке, и те, кто его юзают, там тоже поменяться, проверял. ГПТ написал, что подхватит изменения, если создал так в движке, и те, кто его юзал, там тоже поменяется, проверял. Ну, блюпринты, может, и поменяются. У тебя же здесь не поменяется, но ну, ты же тут вписываешь их как этот, ну, типа текстом. У тебя вот этот текст, он не поменяется, если ты его ручками не изменишь. То есть, если я сюда написал FireRate, а потом я захотел вот так, ну, не И, а S, добавить FireRates, ну, там я изменил FireRates, а здесь FireRate стоит, он тебя пошлет нахер. Вот об этом речь шла. А вот по поводу написал, что подхватит изменения, если создал так в движке, и те, кто его юзают, там тоже... Ну, может быть, это изменит блюпринты, потянет. Может быть, как-то. И то частично, потому что там тоже, по-моему, через текст некоторые вещи вводятся. Короче, ошибка была из-за того, что я вот этот нижнее подчеркивание вставил, но я не сделал... Короче, он запустил код старый, который еще не имел вот этого нижнего подчеркивания, а там с нижним подчеркиванием. Ну вот это то, о чем я говорил. То есть он компилируется, он запускается. Но как только он получит, ну, попробует найти это, то он как бы все схлопнет. А нельзя было сделать, чтобы он не схлопывал, а просто как бы шел дальше по своим делам. Что? Так, ну ему таймер не нравится, да? Потому что, скорее всего, мира нифига нет. Хотя он вылетел get timer manager. This was null pointer. Понимаю. Таймер менеджер this was null pointer. Я понимаю, да. Что значит this was null pointer? Как это понимать? Мне не нравится это. Да как ты это сделал? Как ты получил this was null pointer? А как ты вызвался тогда? Если this was null pointer. Что значит? Так, хорошо. То есть он все отработал, все здорово. Он ругается на вот эту часть. Давай эту часть комментируем. Пока просто запустим. А как нам посмотреть, какие у него параметры? Он же мне писал тут, подожди, этот... сейчас. Все надо проверять на пулптер и все переменные устанавливать. Уптр. Все переменные устанавливать. Буду знать. Буду знать теперь. Где он тут? Мне писал, что можно где-то getter сделать. Ability System Get на Америк. Ага. Current Day Ability System Component. То есть из Ability System Component вот здесь. Вот. Мы можем... так, он возвращает float. Ну, потому что тот float тест 1 пусть будет equal ability. Там и другая фича была. 2 названия для тегов. Одно для кода на плюсах, другое чисто в, и главное не менять название в плюсах, пожалуйста. Чисто для блюпринтовых.
Еще раз. Ability System Component. Дарроу Магнус, как дела? Здорово, здорово, да, здорово. Да, отлично, нормально, великолепно. Разбираемся с GES. Великолепная система, удобная. Ну, она понятная, типа, но очень удобная. Get numeric. Get numeric атрибуте. О, get numeric атрибуте. Что он сюда хочет? Ну, ладно, скопировать, короче. Ну ладно, сейчас за ручками запишем. Подожди, они статические, эти методы? Он мне предлагает вот это вот вытащить через статик. У тебя звук из микрофона то тихий, то громкий. В наушниках больно. Слушай, одному громко, другому тихо. Опять вы вот это вот заладили. Давай вот это вот сделаем меньше. Порог срабатывания уменьшен, степень сжатия. Блин, я не помню, что за что отвечает. Короче, ты надо сесть и еще раз. То тихий, то громкий. Но теперь будет не Ну так ты сам громко. громкость меняешь каким-то образом. Ну, разве что громче говорить начинаю. Вот и все. Подожди, ты меня сбил. Он, короче, мне предлагает из вот этого вот. Статик методом. Так ты не знаешь, что это такое. Ты же буквально не знаешь, что это такое. Если бы ты знал, что это такое, то ты же не знаешь, что это такое. Ну, давай его подключим, хорошо. Люди. Да, учись говорить одной громкостью. Ты молодец. Не поспоришь, ничего. Где эта фигня находится? В какой попочке? Gask, Taver AS. Gameplay Ability System Component. Taver. Ай. Есть. И вот отсюда он мне предлагает вытащить. Представляете, что? Get. А он, наверное, опять сломался. А, не сломался. Get damage атрибуте, поняли? Get дамаги. А почему вдруг решил газ учить? На работе понадобилось. Не, на работе не понадобилось. Get атрибуте, но такого-то нету. Ты какой-то физический труд делаешь или сугубо пишешь? Ты сейчас о чем вопрос? Сильно много вариантов, о чем может быть вопрос. Еще вдруг решил учить газ. Да, просто интересно стало, что это такое. Решил разобраться, ни больше, ни меньше. Но пока с вероятностью 100% после обучения я больше не пользоваться не буду, я буду свое писать. Что-нибудь свое вывести, идеально какой-нибудь модуль, там, я не знаю, модульная вещь сделать, чтобы всегда работала. То есть какая-нибудь система там статов, система там этот. Гайды на тема смотрел. На та тема, да, смотрел когда-то, но я же говорю, это не та история. Так почему он ничего не подключил? Не? Потому что Actor Components. Молодец. Actor Components. Вот такая вот фишка должна быть. Get Damage атрибуте. Но дело в том, что такого не существует. У него вообще ничего нету. Я гайдов лучше, чем у этого лысого, не видел. Ну, окей. Я пока не очень понял, что мне Геминай вот это вот посоветовал вообще что сделать. Где он методы вот эти вот нашел, что get damage, говорит, можно через метод вызовов сделать.
Get damage атрибуте, поняли? Мне кажется, это все шляпа, и нужно делать через вот эту вот фигню. У тебя есть какая-то активность, кроме написания кода, увлечения, хобби, которые не связаны с кодом? Игрушки играть, всякие разные. Get numeric атрибуте. Так, а что ты сюда принимаешь? F-gameplay атрибуте. F-gameplay атрибуте дата. А что такое геймплей атрибуте? По ссылке причем. То есть нам надо вот эту вот фигню передать, range и прочее. То есть из ASC достаем что ли, range, что ли? Просто range. А что он мне не дает ничего достать? А, потому что мне не ASC, это надо ASTavera достать. Из вот этого AS. Как это фигня? Атрибут сета. Атрибут, то есть у Ability System компоненты, у нас же есть атрибут set, правильно? Ability System Component. Main Ability System Component. Нам тавер нужен. О, молодец, да. Шея, подожди. У Магнуса есть хобби – держать шею ровно. Да. Все, я нафиг потерялся. Тавер, мастер. Где вот эта фигня, которую мы получаем у тавера? Где тавер? Вот тавер. Не тот тавер. Мне не датас нужен. Мне вот этот тавер нужен. Вот он. Наберите System Component. Вот он у самого тавера. То есть у тавера мы должны достать тавер AS. Вот он, вот эта вот фигня. Вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. А гетера у нас нету как бы. А где мы ее записываем? А мы нигде не записываем. Вот. А я сейчас гетер. Пока тестовая get ability system, да? Да, ну, подожди. Написать было бы быстрее, но... Слушай, идет по простому пути, по легкому, по быстрому. Так, ну и вот эту вот фигню возвращаем. Хотя можно было просто перенести ее в паблик, но... нет. Вот сюда. Get at... Нет, подожди, get at ability system. А, атрибут set, это не ability system, а атрибут set. Это же атрибут set, а не ability system. А-та-та. Ох, а-та-та, какой же а-та-та. Атрибут set. Атрибут set. Так, вернулись сюда, сюда, сюда. Есть. И значит, если он есть, это значит, что из него мы ни хрена вытащить не можем. А, он не знает, что такое тавер. А как он не знает, что такое тавер? Подожди. Мы не подключили сюда тавер. Он и этот не знает, что такое.
Tiver AS. А, я AC написал. Мои трабли. Давай. И есть, вот. И тут мы можем range какой-нибудь, да, написать range. Но ему это не нравится, потому что он не принимает эту фигню. Он принимает какую-то парашу другую в геймплей атрибут дата, а ему надо f геймплей атрибут. Что такое f геймплей атрибут? Что это за хрень такая? Что за шляпа? Get атрибут, я не знаю. Get атрибут, может есть какой-то get. Опа! Get damage атрибут появился, смотри. FRED атрибут и это. То есть методы появились, все. То есть можно через статику делать. Я просто не подключил. Ну, подключил неправильно. Tiver AS get damage атрибут. Да, есть такая, смотри. То есть они статические методы там еще посоздавали, получается, для каждого. То есть шаблон у них такой. Get, название вот этой вот фигни, ну вот этой вот, или я не знаю, или чего там, и атрибуте. Окей, без вопросов, хорошо. Вопросов нет. Соответственно, можно вот эту фигню убрать. Ставера, все, уходи. Мы передумали. Передумали. Get set. Тавер. Билдер, вот он, билдер. Это мы уберем. Уберем. Из numeric range. Не, товарищ. Товарищ, вот так давай. Get range. Да, ну все, сижу, все. Прекращай баловаться. Да голову можешь опустить. Главное, чтоб позвонки назад задрал. Это как вот то на этом, на видео, которое, когда шея прописываешь, что вот так, что ли, шея, позвонок прямо, а шея туда, вперед, вот так вот. Или как? Нет, у него шея вперед уходит наверху. А надо как? У тебя что, шейных мышц нету? Не, нету. Голова на добром слове держится. Так, moment of truth. Все готовы? Но он нам написал правильно все. То есть он все-таки принял эти параметры, которые мы передали. То есть у нас все работает. Пу-пу-пу. Это жесть. Это задница. Просто оу.
Так, ну лайк Геминаю ставим. Геминаю все четко объяснил, все четко показал. Damage 10, range 2000 и рейд 1. Все правильно написано. Все четко. Все четенько. Теперь я хочу все это в свой метод засунуть, потому что вот этот параш меня вообще не устраивает. Я сейчас создам Янам. Наверное, сейчас мы вообще на перерыв пойдем, но после перерыва мы создадим Янам и напишем метод, который будет в тавере, наверное. А лучше в компоненту, наверное, засунуть его. В отдельную. То есть создать компонент, она будет, да, создаваться. Мы ее именно чисто в плюсах будем создавать. В блюдах там делать нечего. Который будет как раз-таки управлять вот этим всем. Потому что вот эта шляпа меня вообще не устраивает. Вы представляете, что это постоянно прописывать? Не, захотели поменять. Что-то у нас залетает какой-нибудь. Подожди. Ха. У них же свой там apply damage вот этот есть, правильно? Там тоже будут приколюшки всякие. Ужас. Ну да, там ужасно все это. Ну понятно, что... Там можно и без макросов, и без гетеров, но фанатики будут люто плеваться. В смысле без... ну без макросов... В смысле в GS? Без макросов? Что значит без гетеров? Что значит без гетеров? А, кстати, а что он возвращает здесь? А ну, покажи мне. Отлично. А ну, малыш, давай. Пробуй отгадай. Что тут написано? Атрибут, аксессор. Ну, здорово. Типа вот эти доступы, то есть он прописывает их, создает. Ну, то, о чем я и говорил. То есть вот get прописывает атрибуте, а в центр вставляет вот этот damage. И этот самый. Ну, понятно, что если прописывать... А что он делает? А ну-ка, покажи. Можно без макросов, но зачем? А можно мне макрос сам открыть, пожалуйста? Ну да, он же. Допустим, этот момент. У Гаса даже есть ивенты, отлавливающие изменения, и ты можешь на них подписаться. Круто. Но это постоянно вот эту парашу прописывать. Но я не хочу это все прописывать. Самостоятельно-то. Gameplay attribute value setter. Property name. Value getter. Вот он создает. Ну да, можно, то есть вот это вот создать. Force inline float get cons property name get current value. Да, этот макрос не то чтобы сильно обязателен. Наверное, мы не будем все-таки писать. Потому что это какая-то уже шляпа получается. У нас надстройка над надстройкой. Получится. Газ это надстройка все-таки. И что-то какая-то фигня.
Хотя, с другой стороны, код чище будет. Нам не надо будет вот эту всю фигню постоянно получать. А с другой стороны, у нас в любом случае будет какой-то метод писаться под управление. То есть, если мы меняем range, то мы меняем range. То есть, мы пишем что-то под range. Если мы меняем damage, мы пишем что-то под damage. Если мы наносим урон, то это, ну, типа, I play damage, то вот эту фигню она будет... Сегодня я решил изменить иерархию наследования, и теперь хуман не наследник хуманоида, ибо местами у них так запутана разная логика. Легче скопировать код там, где он похож. Сложно. Хуман не хуманоид. А чего, а кто он? Арахнит? Или как? Америка, атрибуте. Фьюри. Хуманоид класс я сделал для тех мобов, которые могут по лестнице лазать, рычаги дергать. Фурия. Этот класс я сделал для тех, которые могут... О как. А хуман теперь просто от моего чарактера наследуется. Понятно. Так, ладно, давайте сделаем перерыв, и вот эту пачку мы сейчас перенесем в тавер. Потому что... Ну, типа... Короче, это инициализация. Инициализация должна, ну, происходить внутри объекта, а не снаружи его. Вот эти вот все мелочи. Всякие. То есть, если мы запускаем init, вот мы его здесь заспавнили, да, тут мы его добавили в ту пачку. Наверное, до добавления в пачку мы его инициализируем. То есть, вот эта пачка выполнится кода. И потом мы его добавим в массив, где хранятся все вот эти тавера. Вот так. Давайте перерыв, короче, шлепаем. 5-10, максимум 15 минут и продолжим, окей? Так, продолжаем. Продолжаем. А вот мне вот интересно, вот товарищ Дендракл, который писал Кэт, это он хотел, чтобы камера включилась и использоваться тем лайфхаком? Или как? А? Так. Переносим, короче, в тавер все это дело. Делаем в нем, в тавер мастере, метод инициализации. Void init тавер. Я так понимаю, нам единственное, что нужно, это uTaverDA. Чтобы он принимал в себя uTaverDA. Показатель. TaverDA. В принципе, все остальное он-то вытаскивает уже из себя. Поэтому, как бы все. Создаем его. Раз, два, три. Я, наверное, init все-таки отправлю пониже, после begin-плея. Это что значит? Понял, сфере. Ангара, вот сюда пойдешь. Include. Data. Assets. TaverDA. Хорошо. Есть контакт. И мы, наверное, тебя сохраним, товарищ DA. Мы тебя сохраним. Property. Что я пишу? Your property, your taver DA. Taver DA.
вот образом. А что ты мне его не подчеркиваешь? А теперь подчеркиваешь. А теперь не подчеркиваешь. Хорошо, мы его сохранили. Теперь просто тавердей equal тавердей. Тавердей equal тавердей. Все окей. Можно, конечно, проверить его сразу на чекпоинтере. Только не на чекпоинтере, а та по нему. Не на чекпоинтере. Мы тавердей просто проверяем через этот. И в случае, если нет, то, во-первых, аларм. Во-вторых, destroy. И в-третьих, return. Как бы да, понимаем. Понимаем, да, почему здесь именно такая вся история. Ой. А русский язык будет? В игре, что ли? Или это самое? Да я думаю, да, сразу будем делать интерфейс на русском. Потому что... Или нет. Или на английском. Кто знает. Кто знает. Видишь, как получилось с FPS? И это самое... Не дожил он до локализации. Не дожил, точнее. Так, мы датасы записали. Теперь нам надо перенести вот эту всю пачку, которая здесь происходит. Вот эту вот. Туда. Представляете? Опля. И сюда. Опля. Так. Русский язык будет в отдельном ДЭС за 25 баксов. Да. Атрибут System Component. Ability System Component. Смотрите, что мы делаем. Мы делаем раз. Мы делаем два. Мы делаем три. Магнус, я выбил кота со звуком. Жаль, что ты вырежешь перерыв. Выбил кота со звуком, так его уже выбивали. Там один кот остался, которого не выбивали. Там толстый кот такой сидит просто. Но это спойлеры. Вы не слышали их. А в каком жанре игра? Tower Defense. Tower Defense. PvP Tower Defense. Так, значит, Ability System Component. И вместо вот этих ACS-шек, вот этих вот, мы вставляем Ability System Component, который здесь уже проверен, если что, получен. То есть, все у нас есть. Хорошо? Я думаю, да. Потом, для красоты, чтобы было все по-человечески. Я думал, что я единственный, кто кота пишет. Кто кота пишет? Не единственный. Так это, по-моему, на прошлом стриме было. Там убил кто-то его, бьющего этого. Ну, там, короче, один остался. Вот одного я не видел. Если ты его не выбивал, потому что первого я видел, там просто так смотрит. Такой странный кот. А это, ты говоришь, жующий. Значит, двоих. Толстого-то не выбивали еще. О, еще смотри как. Короче, такая вот история. Да. Джекпот. Да. Самый. Хорошо. Значит, вот этот вот таверди идет сюда. Таверди везде. Все он инициализирует эти параметры. Вот это вот нам надо было только для тестирования. То есть как получить. Соответственно, что правильно? Это отправляется у нас в комментарий. В комменте. Spec handle data. Это плагин play effects. Это тоже еще получать надо постоянно. Постоянно это прописывать. Вот если бы мы написали, который вызывает свой, он бы постоянно его делал. Даже нехорошо.
Так, мы всю пачку применили, сразу в одном, а так на каждый бы реагировал. Свои плюсы и минусы, вот это вот фигня. Также нужно еще получить ему, написать метод, чтобы вот этот вот gameplay эффект спек, usability система вытаскивается, ongoing спек. Ну, у башни-то мы не будем спек этот менять, правильно? То есть, а ей менять постоянно вот эти статы мы будем. Соответственно, вот эту фигню надо записать в... записать, короче, ее надо создать. Чтобы она была в тавермастере. И вот здесь мы всего лишь сделали проверку на валидность. То есть, если она не валидна, мы ее получаем. То есть, выполняется вот эта часть. А если она как бы валидна, то мы сразу с ней работаем. Вот. Но тут тоже есть вопросики к тавердею. Вот этому вот, что если он пустой, ну понятно, что он до инициализации пустой, то есть мы его не вызовем. Но вероятнее всего сам метод должен еще будет bool возвращать, чтобы мы его могли сюда засунуть. То есть если он не валиден, сам метод еще тут одна проверка. Ну, мы, скорее всего, через и сделаем. Который метод проверит. И который сам же его и получит. Вот, и две проверки будут сразу на аларм, и это немножко замудренно, конечно, но мне нравится. Я люблю, когда замудренно. Ты после перерыва что-то про камеру сказал. А что? Был баг с включением камеры на перерыве. Не, баг, там не получится баг, потому что там вот эта плашка АФК, она перекрывает все. Ну вот смотри, допустим, вот я сейчас выключу камеру и напиши cat. Пиши cat. Эта команда, короче, включит камеру мне. Так, ну после того, как кота... Короче, захотите, все, включите камеру мне обратно. Cat напишите, и все будет. Так, из вылет. Из вылет. Нам надо... Вот видишь, камера включена. Так вот, представляешь. Ability System Component. Get Spec Handle. Get Spec Handle. Он должен будет возвращать вот эту вот часть. Подожди. Не-не-не, она... Она вообще будет проверять из Spec Handle Valid. Вот такой вот метод мы сейчас напишем, смотри. Вообще кайфовый метод. Ну, я пока его в Protected, наверное, засуну. Он возвращает bool. И такой вот из Spec Handle Valid. Ой, знак вопроса тут так стоит. Valid, значит... все, больше он ничего не принимает, у него все есть для счастья. И там все проверки, он просто будет возвращать true или false, и сразу мы уже сможем обращаться к этому спеку handle. Создадим вот здесь spec handle. Но эта структура, значит, с ней должно быть все хорошо. Правильно? Или нифига неправильно? Spec handle. И вот эту часть, пожалуйста, мне скопировать, пожалуйста, спасибо. Spec handle. Только тут же вопрос в... Вот в этом вопрос. Давай здесь побудешь. Иначе он просто не создаст ее. Но ему сейчас вообще плохо, но... Я даже читать не хочу, что это было. Что это за смайлик? Что это за смайлик там был? Подожди.
Что? Уходи. Уходи, ой, уходи. Блин, а теперь фиг вернемся. 94, по-моему, да, было. 90. Ой, 790, 90. 4, верни на место. Смайлик там, представляете? Это вообще жесть. Смайлик. И spec handle valid. Значит, вот эта вот вся пачка улетает туда. Улетает туда. Даже вот так вот. Потому что ability system... ability system component здесь. Но с другой стороны, мы его там-то будем проверять. В любом случае. Так вот, смотри. Оп. Сюда оп. Сюда оп. Вот это, конечно, не будет работать. Тут надо и вставить. Либо я, кстати, понял, как сделать, чтобы чекпоинтер работал, как его модернизировать, чтобы можно было еще и возвращаемые любые значения туда. Просто одну этот сделать return, писать туда возвращаемые значения, то есть дополнительный этот входящий параметр. И просто чтобы ничего туда не вводишь, как бы, и все хорошо. Так, get ability system component, если у него не get это самое, то alarm я хочу видеть. Я хочу видеть return of false. False. Также сюда залетает еще одна проверка. Это проверка, связанная с data ast, потому что у нас тавер. Что за тавер? Тавер DA. Тавер DA. И нам нужно еще вот эту вот часть проверить. Потому что если он уже есть, то нам, в принципе, надо вернуть true. То есть мы вот так делаем. Тут дополнительная проверка должна быть. If is valid. Че? Не знаю, что такое spec handle. Вот так вот spec handle. Точка is valid. Is valid. Если он уже варин, то return true. Return true. Сразу сходу такая вот история. Если нет, то мы делаем вот эти вот всякие штучки, дрючки. То есть проверяем на всякий случай ability component. Блин, а знаете, в чем прикол? Лучше сделать это вот так. Просто... Да что такое? Я не клацал X. Какой нафиг X? Ты что задрачиваешь? Прекращи баловаться. Вирусай кто-то у меня на ком забрался, да? Мне тут смайлики рисуют, какие-то иксы пишут. Spec handle valid. Дело в том, что мы-то ожидаем, что он еще проверит вот этот ability system компонент, а если он валиден, он его не проверит. И может так произойти, что, короче, ну, понятно, что он схлопнет его, и мы узнаем об этой проблеме, но, короче, вот это вот получше будет. Хотя тут 2 раза будет 2 проверки лишние всегда, но, ну, в том случае, если вот этот валиден. Хотя они не лишние. Ну, ладно, в общем. Мы проверяем его. Потом получаем, вот сюда вот записываем. Вот этот spec handle нам не нужен. Spec handle return false. False. С большой буквы. Это мы убираем. Это мы убираем. Все у нас хорошо. Вот здесь мы еще раз проверяем, что у нас там получилось. И делаем return false. Вот. А если он все прошел, то return true. Ты все кота пытаешься выбить? Все кота пытаешься выбить. И spec handle valid. И вот тут спокойненько мы берем if. И spec valid. Разворот. Return. Ну, я думаю, мы не будем делать в этот самый логирование, потому что у нас тут всякие приколы на фолсах стоят, поэтому зачем?
Два варианта true, два варианта false. Все, есть контакт. Ну и, соответственно, тут мы просто ставим spec handle. И вот такая замечательная вещь у нас получается, что мы получили доступ к этому. Это быстрее будет. Ну, то есть понятно, что на инициализации это он один раз делает, но в дальнейшем, когда мы будем обращаться, просто вызываем этот метод, и он нам сразу его... И у нас все хорошо. Think about it. А что если последним котом являешься ты, а нам говоришь, что не мы не выбили? Я подумал, на толстого кота похож. Ну, интересная теория заговора. Интересная, конечно. Но не. Не. Есть контакт. Хорошо, мы создали параметры. Итого, у нас есть, как мы ставим эти башенки, у нас есть параметры вот эти вот. Его кост, стоимость, он должен будет спрашивать... Ах ты, я твою душу шатал. У нас... как сказать... А кто сказал, что не похож? Кто сказал, что похож? Кто сказал, что похож? Я просто сейчас подумал, мы же там всякую стоимость, да, должны у игрока взять. То есть мы должны у игрока Я- хранить... Ну, хорошо, если ты говоришь так, значит это так, все. О. Пу-пу-пу. Кстати, вот эту проверку тоже можно убрать по-хорошему. Она, правда, там дестрой не сделает. Ну ладно. Не будем убирать. Сам-то там мы тоже проверяем Tower DA. Ну окей. Так вот, цена и прочее. Мы-то должны хранить количество... Это что такое? Нос чешется. Кэт? Не сработал кэт. А чё не сработал кэт? КД? Сет. Сет. А, потому что сет. Молодец. Молодец, написал с этим Ну самым. вот, картинка не поменялась, значит я был прав. Молодец. Байт засчитан. Молодец. Молодец. Только тебя этот шипчат спалил, потому что он зачитал сет. Это... Меня сбил. Так вот, количество бабла, монеток, за которые мы строим эти башенки, у нас-то должно быть у игрока, и они должны меняться. То есть мы точно такую же шляпу должны создать для игрока. Вот. Добагованный этот шиз-чат. Иногда вообще не зачитывает. Но анкет не зачитывает, потому что команды я добавил в блок-лист, чтобы он их не читал зря. Допустим, ты же понимаешь, что это все, ну, это фри, но не фри. Короче, вот эти зачитки. То есть там в день дается сколько-то раз он может зачитать сообщений. И поэтому, ну, не только поэтому я поставил их, я просто не читал их. Забей. Читать вот эти cat. Dance. Сегодня, кстати, кроме cat, dance и тут true ничего не было. Да ищи отговорки. Да. Создать у игрока. Но у игрока тут немножко все иначе. Иначе. Все иначе. Давайте посмотрим, как это работает вообще.
Точнее, работает ли это все? А я не вызвал в этот самый. Посмотрим, как работает. Во-первых, там какая-то ошибка, а во-вторых, я не вызвал init. Init тавер. Не был вызван. А если он не вызван был? Не был вызван. Вызван не был. Как бы ничего работать не будет 100%. Хорошо, есть. Все, F7. Сейчас смотрим там за ошибки. Ага. Spec handle unknown override specific error. F gameplay effect spec handle. То есть он не знает, что это такое. А вот скажите мне, пожалуйста, как он может не знать, что это такое, если он четко сюда перекидывает? Вот же он, вот. Вот он. F gameplay effect spec handle. Active gameplay effect handle. Вот, active gameplay effect handle. А там какие используются? Ну, давай еще с Ctrl-C. Тавер. Вот он, тавер мастер. Active gameplay effect handle. Так вот он. Включен. В чем твоя проблема? Что не так-то? Только не говорите, что нельзя. Это же жесть будет. Это такой бред бредовый. Failed. Ну, это понятно. Так. Вот он, начало проблемы и понеслась дальше. Спек, ну, right specified. А ну давай, ГПТ, давай. Он сейчас скажет подключить. Геймплей эффект. Ну, блин, он хочет, чтобы я подключил вот это вот чуть ли не целую Ability System Component, что ли. Я не хочу ее подключать. Ой, я в билде нахожусь. Мне надо обратно в тавер вернуться. Я не хочу целый Ability System Component в header подключать. Gameplay Effect Types. Gameplay Effect Types пишет. GPT Types. Ну ладно. Я не настаиваю. Ну, красавчик, ГПТ, за это лайк. Чего тут у нас? Тавер атрибуты. Ты. Ну, не ломается. Не ломается, стреляется, работается. Все окей. Ага. Null pointer and function a tower master is spec handle valid line 49. Молодец. Это я молодец. Это тут бесспорный молодец. Ничего не скажешь. Тут без вопросов. Ну, вроде ничего не пишет, все хорошо. Потому что если писал, у нас все залогировано.
Значит, он залетает сюда и проходится по этому всему. Правильно? Или неправильно? Ну, давай. Оп. Оп. Ну, прекращай баловаться. Оп. Оп. И оп. Все вроде оп. Все вроде оп и ок. И вообще замечательно все. Хорошо. Башенки. Давайте, наверное, с баблишком вот этим всем мы потом. Сейчас мы бесплатно все выставляем эти башенки. У нас есть башенки, у нас есть эти самые. То есть теперь он должен эти атрибуты подтянуть. То есть взять, сделать ему радиус больше. Радиус больше. Ну, дэмэдж мы никак сейчас не проверим. Ну, и точнее, нам некуда его подтягивать, потому что в момент нанесения урона он этот дэмэдж должен передавать именно проджектайлу вот этому. И мы сейчас, наверное, проджектайлы еще сделаем, чтобы он тоже тянул из дата ассета, потому что мы туда должны указать, какими проджектайлами он стреляет. И сам проджектайл создать... Короче, Ниагару туда. У нас сейчас там статик mesh стоит. Но там Ниагара должна быть. Вместо статик mesh. Нафига нам там статик mesh? Вот эту вот фигню сделаем. Короче, чтобы он параметры, короче, типа, подтягивал именно и менял то, что ему надо. То, что, типа, мол, что за шляпа? Вот я должен... Вот у меня есть инет. Почему я просто не записать их сюда? Все, они в тавере. Вот у меня есть какой-то посредник. Я еще понимаю, компонента какая-то посредника. Тут какой-то e-object где-то висит. По каким-то тагам обращаются к кому-то, какие-то штуки запоминают, какие-то фишки создают. Ужас. Ужас. Ну, так как это инициализация, в принципе, он сейчас здесь и должен их записать. Подожди. Ну да. Да. Только мы, наверное, должны записать метод, который меняет параметр. У нас же есть в таком замечательном тавермастере вот тут. У него есть Ниагара. У него есть тавер радиус компонент. Что такое тавер радиус? Это сфера компонента. У него есть бокс компонент. Это его ширина. Мы, кстати, параметры еще не вводили, но он должен быть. И вот он им должен все это установить. Потому что это в динамике меняется. Соответственно, мы должны именно методом, короче, это делать. Менять всю эту фигню. Хотя отдельный метод писать... Или мы не будем отдельный метод писать? Потому что там буквально надо просто обратиться к компоненте и сделать радиус. Ну да, наверное, что-то как-то метод для метода. Что-то сильно. Мы вот эту фигню все указали. Хорошо, все, он никаких проблем нам не выдал. У нас есть tower radius компонент. Мы же через него set radius, буквально сфер радиус вызываем. И передаем сюда tower DA range. Все, то есть, ну, зачем типа метод нам? Непонятно. Fire rate, вот этот fire rate, ну, у нас как бы нету еще. Я бы, знаете, что сделал? Ну, я бы записал его, конечно, fire rate. Вот это сейчас мы переделаем. Это мы сейчас переделаем. Вообще обалдейте. Вообще так обалдейте. Кстати, спаун тоже после инициализации должен начаться делаться. Вот так, опля. Поняли, да? То есть инициализация запускает эти спауны всякие. Это очень важно. А что там за новости по блендеру? Почему туда начали бабло заливать? Что там за новости по блендеру? Что, мне прям так и написать новости по блендеру? Без понятия, что новости по блендеру, что там за бабло начали заливать.
А что там за новости во блендеру? Что значит заливать бабло? По финансированию мощное появилось. Что? Так, этот мы установили. Тот радиус мы тоже должны установить. Дамаг мы тянем отсюда, а вот fire rate мы никуда не установим. Дело в том, что fire rate, он вот в такой вот таймер, который у нас отвечает, будет за стрельбу. Ну, сейчас он тестовый, понятно. Но, чтобы запустить его... Просят завести оптимизацию. Файл блендера начинает лагать уже при весе в 2 гигабайтах. Оптимизация — это хорошо. Без понятия, что там. Не слышал новости в блендере. То есть у нас есть вот эта вот фигня. Рейн. Не, Рейн уже не работает. Рейн я это шлепнул, по-моему. Там другие есть, классные. Ссылки по описанию. Фу, ссылки по описанию. В описании ссылка. Короче, все есть. Давайте вот это вот fire rate делаем. О, этого давно не было, кстати. Работает только Heavy Rain. Heavy Rain, молодец. Fire rate. И мы, получается, Ability System Component. Из Ability System Component мы можем достать Get Numeric Attribute. И вот эту вот фигню достать. Ужас. Я до сих пор в офиге, почему компонента, которая хранит, не через нее мы вызываем изменения, а мы какой-то другой объект должны создать. Вот это вот меня что-то как-то... Что это за тощее? Что это такое? Что это такое? Что это? Как оно здесь появилось? Что такое? Какие-то символы рисуются, какие-то смайлики, какие-то точки, какие-то иксы. Что происходит? Ты меня взломал, уходи. Вот, и мы получили вот этот fire rate. Сюда написать fire rate. Что за fire rate? Блин, ну как-то очень некрасиво, блин, нижних подчеркиваний не хватает. Но я не буду эти писать с нижним подчеркиванием в начале и в конце, чтобы этот был. Может залезть в их? Нет, в их этот. Поменять? Я думаю, залезть, не залезть. Типа вот сюда вот залезть. Вот эти геттеры, сеттеры вот тут поменять. Свой напиши аналог. И так можно. Ну вот у нас есть тут get атрибуты, вот эти вот всякие get, property name, set property name, init property name, set base value, set current value. Что это значит? А башни грейдить можно? Ну пока нельзя, но вообще можно будет, да. И нужно будет. Если я, короче, вот такую вот фигню сделаю, типа вот так, опля, ему как, нормально будет? Он выдержит это или ему плохо станет? Андершляпить, так андершляпить уже по полной программе. О! Не о, подожди. То есть теперь он их не нашел, а если я вот так сделаю? О, получилось, привет. Все, зандершляпили. Окей. Reboot set. Все, зандершляпили его. Правда, там отлетел. Тут не отлетел. Мы тут сейчас тоже зандершляпим, что в качестве подсказки просто будет. Сейчас быстро разберем. Вот это я понимаю. Вот это на практике. Все спокойненько. Понимаю, что происходит, что зачем. Это вот пошел процесс, а не вот это вот. Иди почитай, иди там что-то сделай. Там это надо туда-сюда, 3, 5, 10. Чутенько разбираемся, спокойненько все. Хорошо. И вот
вот это вот мы передаем сюда. Нажимаем F7, получаем, ну, я перезапущу, потому что я не люблю лайфкодинг. Вернее, я его люблю, это он меня любит, что он любит крашить мне его. А я не люблю краши, поэтому... Так, failed. Атрибут. Рабочий вайп, никакого негатива. Да-да-да. Так, ну, походу, ему не очень нравится эта вся история. Get range attribute. Error. Get attribute not found. Что значит not found? Мне тебя что, заново просто переписывать или что? Это бред. Вот, я тебе все починил. Все, у тебя теперь по-человечески. Property name, get current value. Setter и нет. Ты не любишь краш, а ведь у зумеров краш это термин, означающий объект любовного интереса. В смысле, у зумера это английское слово. Еще черт знает, когда было. Чукунишь. Ты же у зумера, а ты не зумер, разве? Подожди. А, или ты как раз таки из оттуда, поэтому ты и знаешь, что это такое. Как там, поздний зумер? Или как это называется? Favorite. Я думал, что крэш означает ломаться. Ну... Ну да, но... Как бы разные же бывают. Халк крэш. Смэш. Не крэш. По-моему, идет. Так, пояснительная бригада будет, почему наши андершляпинги не сработали? Get range attribute. Но мы же нигде это не прописываем, get range attribute. Это он сам прописывает его. Че он пристал ко мне? А ему я поменял это. А ему это не понравилось. Ломаный бандикут или любовный бандикут? Да. Единственный, кто не относился ко мне как ко взрослому в моем подростковом возрасте, это мой отец. Как ко взрослому. Это, во-первых, чему это? А во-вторых, а как? Как он к тебе, как к ребенку, типа, мол? Так, ну он сейчас здесь будет, да, ругаться. Но вот это вот... подожди. А если я вот тут поставлю андершляпинг? Как к тому, с чьим мнением не нужно считаться. Это классика. Или нет? Короче, не очень хочет он андершляпинги, я смотрю, да, воспринимать. То есть вся идея пошла как бы в одно место. Да подожди, а почему он не хочет? Ну мы изменили этот самый, что за фигня? Статика, бля. В property не менял. Где в property не менял? У меня только что андершляпинг вот тут везде был. Вот он, андершляпинг. Вот этот вот. Вот здесь А андершляпинг. почему подчеркивание ты ставишь именно рядом с переменной? Да потому что я сейчас Property name там, тещу где уже аргумент как не правильно. передается. Ибо оно не работало. Что? Property name там. Ну, failed. Вот видишь, он не хочет. Он говорит, что вот нету этого андершляпинга. Вот я ввел как было. Ну, как я первый раз менял. Вот он. Андершляпинг, вот он.
То есть мы после get. В первой строчке где define? Первое, все, я иду в первую строчку. В первой строчке. Тут копирайт. Сейчас затроллил мощно, да? Где? Вот тут что ли? Или что? Или вот тут просто поставить нижнее подчеркивание в property name и все, и не морочить себе голову. Еще значит, где define? Где define? Ну вот define. Вот тут что ли property name надо поставить андершляпинг или где? Да там пропустил. Где там? Да, там пропустил. Вот, я менял вот эти вот. Да ёп, не показывай мне ничего тут. Вот, поменялся. Андершляпинг раз, андершляпинг 2. Андершляпинг раз, причем он его находит, вот. То есть он его нашел, все четенько. Раз, андершляпинг 2, андершляпинг 3. Раз, два, три, четыре. Всего их 4. Мы идем в Тавермастер. Смотрим. А, ничего мы не смотрим, мы сюда идем. Раз, два, три, 4. Вот, раз, два, три, 4. Вот, 4. Где мне поставить андершляпинги? Вот тут, что ли? Просто вот так вот андершляпинги, что ли? Так, а чё толку? То, что я здесь поставлю андершляпинги, если он их... Или он их применит, подожди. Он же property name принимает себя, а тут... Где мне, короче, этот нижнее подчеркивание ставить? Можно мне, пожалуйста, пояснительную бригаду? Вот эта строчка, это Ctrl-G, это 430 строчка. Вот, 430. На какой строчке? Где что? Вот эта строчка, это 457. Вот где-то тут, или это вообще не то? Или мне вообще туда куда-то вверх? Что вообще происходит? А так он define так получает его. Зачем тот define добавлял я? Спроси у ГПТ, а то ты троллируешь, он тебе скажет, как правильно. Да чё я троллирую, блин, я не вдупляю, что мне как сделать? Хорошо, не, без вопросов, сейчас спросим. Хорошо, Ctrl-V и говорим ему. Вот прям в тупую. Вот я сделал вот так. Но это не работает. Я добавил нижнее подчеркивание. Я дал нижнее подчеркивание. А оно не работает. Почини. Все. Написал. Ну это ладно, это я троллирую. Ну я так написал, да, но это с троллингом было. Он думает. Ёпта, он задумался. Этот самый мемас, как его? Hello, chat GPT. Give me 10 50 ideas. How to be rich. No investments. No hard work. Что-то еще там no. Вот это вот типа из этой области. Сделай хорошо.
Слушай, ну он думает. Я в афиге. Мы его сломали. Он думает над этим. Еще думает. Даешь кота. Или дэнс. Или что-нибудь. Или что-нибудь того, чего не было. Кто будет спамить? О, ответ дали. Все, не надо спамить. Ты сломал цепочку макросов именованием. Ты сделал getter... Ау! Все еще вызывает get property. А setter все еще вызывает... Какой setter? Я не вижу сеттера. Getter, setter. Get. А, вот. Фу, я твою душу шатал. Get ability combat. Все еще вызывает get. Без подчерки. Из-за этого компилятор не находит функцию. Все еще все разваливается. Вот оно что, Михалыч. Поняли, да? А ну давай еще посмотрим. Property. Все нормально. Вот оно в чем было. Все. Андершляпинги работают. Есть контакт. Все, мы заандершляпили, короче. Guess. Теперь все по-человечески. Погнали тестить FireRate. По идее, мы сейчас Data Asset запускаем. Ну, у нас там 1.0. Смотрим, как он часто-нечасто стреляет пушечка наша. Если она стреляет... Ну, а потом заходим, меняем там в 10 раз. Смотрим, начнет наяривать или не начнет наяривать. Ну, 0.1 надо будет поставить. Итак, FireRate 1.0. Play. Поставили. Пью. Как бы понимаем, да? Ставим 0.1. Да, я тебе сейчас дам больно. 0.1. Я твою душу шатал. 0.1. Ну, она работает, здорово. То есть, вы понимаете, мы поняли, как взаимодействовать с этими самыми. Можно просто .1. Можно и .1, но без нолика неинтересно. Там проблема в том, что у меня раскладка стояла RU, а надо было... Надо было English. Потому что буква U пыталась писаться, а не точечка ставится. Понимаешь, в чем проблема была? Так. Есть контакт. Теперь Ниагару давайте добавим к этому, к проджектайлу, получается. То есть вот эта штука при спавне должна, при каждом спавне, она должна будет инициализировать проджектайл. Или мы не будем инициализировать проджектайл? Но он-то все равно будет инициализироваться, то есть как разницы никакой. Он что изначально будет хранить в себе этот сам, просто вот это раньше произойдет, чем когда мы его именно подставим, эту штуку. То есть если Ниагару мы заранее впишем. Но это тогда кучу надо проджектайлов хранить. А зачем нам кучу проджектайлов? У нас есть основной для башни, допустим, проджектайл, который просто летит, и все, он используется. Если у нас другой какой-то проджектайл, который по-другому как-то летит, да, что-то другое делает. А башни уже можно ставить? Да, смотри, вот так, видишь, по сетке ставится 3 башенки. Первый игрок поставил, и второй игрок вот так вот видит их, и рядышком может вот так вот тоже 3 башенки поставить. Видишь, и они вот тут отображаются, все четенько. Видел? И можно еще вот тут вот 2 поставить, а этот вот тут вот 2 поставил, а этот тут поставил 2, видишь? Как круто. Вот.
инициализирует, значит, он его тоже должна быть инициализация, то есть он его спавнит и передает туда дата. Ну, датасет ему не надо весь передавать. Это все-таки башенная датасет. Наверное, либо мы отдельно храним именно дата ассет проджектайла. Это турели из портала стреляют белым гелем, чтоб можно было устанавливать новые порталы. Да. Да. Да-да-да. Да-да-да-да. Так, вернись в SBD. Проджектилис, вот он, Проджектилис наш, но ему нафиг не нужен этот товарищ Static Mesh. Ему нужна Ниагара, а Ниагара у нас уже тут есть всякая фигня. Ну-ка, я вас чуть пониже сделаю. Projectile Fireball, вот, допустим. Static Mesh вообще удались. Static Mesh не удалится, потому что там вот такая вот штучка будет. Все, мы запускаем его, чпок, и полетели. Понимаем, да? И вот уже башенка стреляет мощными этими. Бат-ставер поставили обратно на единичку. И вот уже полетели. Так вот, оп. Пум, пум. Пум-п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 ум. Видали? Пум-пум-пум-пум-пум. Есть такая история, хорошо. То есть мы поняли, как у нас хранить эти штуки в GES. Они хранятся как. И все здорово. Сейчас Static Mesh удаляем. Это именно я и хотел сделать, да. Смотри, как плавно так. GES. Как это все в GES хранится. Static Mesh Component в помоечку. Теперь бы, чтобы я не пошел в помоечку, надо отсюда его тоже удалить. Значит, будет беда. Все это сохранить. Lifespan. Ну, я думаю, до 16 поднимем, больше не будет. На всякий случай. Хотя 12 секунд, блин. Нет, 12 секунд. Окей, хорошо. Все мы не нажмем. Для проджектайлов тоже, да, создадим дата-ассеты, чтобы в них хранилась информация. Какая в них информация может храниться? В них может храниться информация о скорости самого полета, о том, какой стихии он бьет. Вот тут важный момент. Потому что если мы храним, какой проджектайл бьет стихией, а, допустим, у башни-то изначально стихия какая-нибудь есть, допустим, чисто теоретически мы захотим, чтобы он несколькими бил проджектайлами. Рандомными проджектайлами бил. Чтобы он поменял свою стихию. Тогда ему класс надо, то есть, чтобы он хранил просто все в себе вот эти вот пачку классов. Дата-ассетов, точнее, этих проджектайлов. Ну, в нем хранится, естественно, класс, в нем хранится этот самый, но такой себе. А как бы это сделать так, чтобы и рыбку съесть, как говорится, и фаерболом не подавиться? Так. Закрою. Ну, ладно, наверное, мы с этим как-нибудь потом разберемся. Сейчас просто создадим датасы, там будет храниться как минимум просто Ниагара. Просто Ниагара пока что. И все, потому что тип урона, вероятнее всего, у GES тоже что-то есть. То есть там тип урона, у него есть какая-то шляпа тоже своя там. И мы будем ее использовать.
Или нету? А как у него может она быть? Потому что я-то хочу свою формулу, или там есть своя формула расчета? Что происходит условно? Или как? Или куда? Потому что, ну хорошо, допустим, есть. Что нам это дает? Через дурацкие таги вот эти вот неудобные придется делать. Не, ну ладно, это потом узнаю, хорошо. Так, создали, все, запустили. У нас статик мэша нету, пиу-пиу происходит. Понасоздавали башенок. Все, они делают пиу-пиу, пиу-пиу, пиу-пиу. Понятно, что не будет хоминг, мы им пропишем, то есть у нас радиус этот есть, мы уже его установили. Кстати, насчет установили радиус. Мы же радиус еще надо проверить. Где у нас тавер? Пиздобольно, где тавер? Вот тавер. Уф, какой смотри, Ability System Component. Точечки какие-то. Вот эту вот штучку я хочу сделать visible, чтобы она была в игре самой. Оп, видели? То есть у нас радиус появился. Но это я к тому, что он его меняет. Здесь 1000 поставить, будет в 2 раза меньше. Оп, у нас все работает. Вот башенка работает, все. Есть такая история. Ну, надо еще метод написать, что входит, выходит. Вот это вот, чтобы там... Но это уже после enemy, когда добавим, чтобы уже тестировать можно было. Хотя можно сейчас эти создать. Просто на делегат привязаться, который ничего не делает, да и все. Сейчас привяжемся. Хорошо, Data Asset создаем. Создаем Data Asset. Data Asset. Ну, это пустой Data Asset. Ну ладно, если что, перенаследуемся, не проблема. Data Asset. Miscellaneous Data Asset. Primary Data Asset. Primary Data Asset. Давай в попочку пойдешь. Так. Тише. Мало ли, что там будет. Data Asset Widgets. Data Assets. А, просто, ну, просто, значит, все просто. Так. Tile. DA. Injectile DA. Переклад. Все, create класс, полетели. Не мастер, ничего не написал. Ну и фиг с ним. Reload all. Так, ну плюсовый нам пока не надо. Этот мы сюда засунем. Ну да. А Niagara System, по-моему, да, нас интересует не компонент же, а Niagara System. Вот там. Ее property. Blueprint read only, категория. Фу, какая Niagara System? Projectile. И интересно получается по Projectile здесь, значит, у нас Niagara System.
Допустим, Ниагара. Молодец. Есть такая история. Ну, пока что все. Пока что все. А в Tower D вместо вот этого Projectile мастера я пока не знаю. Я пока, если честно, не очень знаю, что он будет именно хранить. Может быть, сам класс перенести как раз-таки в этот Data Asset. Перенести его в Data Asset. Подожди, а как я его спавню? Стоять бояться. Стоять бояться. Как у меня спаун тут происходит? Сверни это. Projectile класс. А, я для тестов указал. Все, я понял. Указал его для тестов. Но дело в том, что он-то должен из Tower D, правильно его воспринимать. То есть чекпоинтер. Чекпоинтер Tower D. И вот этот вот Projectile класс из Tower D вытаскивает. У Tower класс. Projectile класс, почему есть Projectile класс. Но вопрос еще... Ну да, наверное, все-таки в тот датасет отнесут. Потому что, ну а в чем прикол? Правильно, а в чем смысл? То есть он здесь будет находиться. Вот. А он здесь находится, Projectile класс. А здесь будет датасет самого находиться uProjectile D. Projectile D. Хорошо, есть такая история. И мы отсюда достаем его, и потом из него достаем... Ничего мы не достаем, потому что он не знает, что это такое. Нужно... Projectile D сделать. Денлеракл, привет. А про какой гель ты говоришь? Ты только с Дендераклом поздоровался, да? Ты молодец. Projectile класс. Ну, это, конечно, то, что он будет постоянно миллион раз проверять его и этот. Ну ладно, пока сойдет, пойдет. Все эти моменты оптимизации и прочее, это все потом. Все это потом. Да, я молодец. Привет. Привет. Ержан, привет! Не играл в Портал 2? Там в некоторых местах надо распылять гель, чтобы пройти уровень. Молодец, это хорошо. Ну и все, нам только осталось датасет заполнить, и все, он будет спавнить то, что мы ему скажем. Правда, не инициализировать. Нам надо, чтобы он его инициализировал, соответственно, что правильно. Ну вот это понятно, что это все projectile equal 0 pointer. Не играл, а то я уже подумал. Что за ё? Да, я уже слышал, что этот гель похож на Симон. Причем, сам бы я до этого не додумался. Что происходит? Что мне рандомные символы пишет? Подожди. А почему Alt и перенос? Вот я перенес, отпускаю Alt, и он мне рандомный символ пишет. Просто Alt ничего не пишет. Это как? Это новая фишка обновления какого-то? Визуалки или что?
Визулака гонит. Да походу да. А что это за приколы? Подожди. Смотри. То есть вот, все нормально. Я нажимаю Alt. Переношу на другую, эту, отпускаю Alt. У меня смайлик, бля. Билл Гатис тебя дудосит. У меня норм все. Это W11. Может быть и W11. Так а что, Microsoft в любом случае, понимаешь, что с визуалкой беда, что с виндой беда. Все равно Microsoft обосрались. Какая разница? А что это за приколы? Хренак точка. Хренак смайлик. То есть Alt вниз это смайлик написать? Это гениально. А как мне теперь переносить строки эти? Через Ctrl? Не, Ctrl это что-то страшное произошло. Это норма. Ты нажимаешь на Alt и на нумпаде число вводил, то можно символы вводить. Ну это здорово, но Или нафига мне клава это? залипает, пора клаву обновить. Не, клаву обновить не пора. Если клава залипает, она залипает через раз. Ну как, а не постоянно. А тут четко, если вверх. На Enter просто нажимай. Ну да, кстати, смотри, символы нарисовал. Вот это весело, конечно. Но мне не нравится это. Эски символы типа такого. Мне они не нравятся. Нужен гайд срочный. Как это все убрать? Projectile. Projectile equal вот этому. Вот. Потом, не поверите, знаете что? Сейчас вообще обалдеть, а? Мы его должны проверить. Пора райдер. Чекпоинтер, фу, осуждаю. Projectile. Райдер, не, райдеру мы не это самое. Не будем к райдеру трогать райдер пока. А райдер мне денег не даст за то, что я его трогаю. Все. Твердо и четко. Его не Билл Гатис насилует, а Джек подрочитель. Все, твердо и четко сказал. Все. Завтра перешел в крысу. Никому не сказал. Что я делал? Теперь мы должны из проджектайла вытащить инициализацию. Init. Что за стрелочка? Init. Проджектиле. Ну, понятно, что его еще не существует. И туда передать вот эту вот часть. Зержан, его насилуют. Магнус, твердый четко. Твердый четко. Да, твердый четко. Осуждаю. Ридер залупа, бабло просит как тот коллектор. 100 лет грузит и жрет много, но отчасти он удобен. Вот, все. Все, видите, что сказали? Райдер очко. Полная шляпа. О, что я делал? Это вы со своими шляпами. Джектайл нам нужен. Я не помню это место. Знаете, как это? Гендальф. Вот этот вот нам нужен. Void init. Джектайл. У меня райдер лучше идет. Не так лагает, как Визулака. Это все в раке. Ты просто... Тебя купили. Тебя купили, поэтому ты... Это самое... Поэтому, короче, все. Так, Projectile. Таджеты жиды еще те. Любят бабло. Осуждают, еще дурак. Слушай, ты много банвордов, это самое. Ты прекращай с этим самым. Осуждаю. Ты че, гонишь? Прекращай баловаться. Придется бандовать. Опять, смотри, опять какой-то символ поставил. JetBrains, простите, возвращаю ваши 15. Так, сюда мы его добавим в качестве... Подожди, почему их два? Я, наверное, что-то хотел написать, а потом передумал, и осталось два. Ну ладно. Rectal D есть. И мы его... Ну,
В private отправим. Ну вот, доказательства к моему сообщению выше. Осуждаем все твои доказательства. Че, гонишь? Прекращай. Your property. Your property. А, почему мне сюда ничего не надо? Про... А, кстати, новость там какая-то была, что Twitch теперь, короче, он ботов почистил. Теперь у всех на трансляции меньше народу сидит. Получается, у меня теперь будет не 3 человека, а 1 человек сидеть, что ли? Я недоволен. Projectile D. Начнем с того, что Projectile D equal Projectile D. Projectile D. Вначале сделаем... нет, if Projectile D alarm. Ты не знаешь, что такое аларм? О. SBD, да, все правильно? Так, alarm log destroy и return. Кионтка бассейн наполнит, поставит домашний кинотеатр, пригласит друзей и будет у тебя 100 зрителей. О, это было бы хорошо, это было бы хорошо. Так, Projectile D. Мы присвоили его, и надо нам теперь вот эту вот Ниагару, нашу Ниагару. Ниагара компонент. Set. А чё set? А чё за сер? Среди set. О, музычка закончилась. Подожди, как там? Set. System. Ну, есть reset system. Reset system, да. А что вообще с system есть? Sys. Там, activate system. Без... Нет, ну это не то. И еще раз написал system гений. Ну, я вижу геттеры, но я... Все. А все, я не помню. Сейчас пойдем в БП смотреть, как эта штука называется. Может быть, там не через гит-ресеттеры, может, там через этот напрямую к пулю какому-нибудь обращаешься. Но это не точно. Не точно. Да, не точно. Это не точно. А, ну да, мы же еще их не создали. Miscellaneous data asset. Давайте будет так, пусть. Ну вот опять они, кстати, используют
будут в основном, у них у всех будет повторяться вот этот. Ну, то есть у тебя есть пачка, которые, ну, сколько этих проджектайлов? Они там, один летит, условно, там прямо при наведении, другой там, как он там будет лететь, по-другому, короче. Ну, пусть будет просто прямо летит, а другой с автонаведением. Допустим, это два разных. И вот часть будет постоянно надо вводить один, а вот часть постоянно вводить второй. Нет, я-то уже знаю, как сделать, чтобы не выводить. Это надо, чтобы вот этот товарищ был от того датасета, который здесь в блюпринтах введен. Вот, тогда там ввели то, что повторяется у всех, тут ввели, а остальное поменяли, и тогда все окей. Ну да ладно. Если что, в любом случае можно все это описать в одном. Конечно, не очень, но все же мы так можем сделать. Все, есть, добавили. Здорово, здорово. А теперь я хочу посмотреть на Ниагару. Ниагара Particle. Что? Ниагара System Asset. Set Asset, скорее всего, у нее. Поняли, да? А, подожди. А, ну да. Ниагара, ну все правильно. Скорее всего, типа Set Asset. Ну да, вот Set Asset. Видите, как быстро вспомнили мы четко все. Уф, прямо. И Ниагара System нужно отсюда получить. То есть, раз, два. Ну-ка, будем к своему обращаться и подключить тебя надо. Ниагара System, все как бы есть. Если она 0 поинтер будет, он же просто ничего не сделает. Я на это надеюсь. А теперь у меня вопрос. Reset System нужно до или после делать? Reset. Reset System. Ну, давайте попробую этот лайфкодинг. В принципе, я должен выдержать весь контакт. Все работает. Подожди, все работает, а там ничего не работает. А, не, стреляет. А что тут не стреляет? А ресет зачем? А, я не знаю, а что, не нужен ресет? Давай не будем делать ресет. Но у нас не работает этот. Репликация теперь. О как. Хотя странно, потому что вот этот и нет проджекта. Не, подожди. Мы же вызвали и нет проджектайл, правильно, и передали туда. Передали туда. И нет проджектайл. Вот все вызвали. Так мы вызвали из тавера. Разве все, что тавер не делает, он типа не на сервере все его вызовы вот эти вот. Спаун проджектайл. Тем более сам метод, который изначально был вызван. Он был вызван серверной частью. То есть самый первый метод, который вызвал вот эту инициализацию, которая вызвала спаун. Она была вызвана но при этом он у нас отвалился. Давай сюда. Ну да, он у нас отвалился. А с какого такого он у нас отвалился? А причем он отвалился только у этого. Еще радиус не показывает. Ауф. Ауф. Знаете, почему, наверное? Ауф, потому что вот эти вот штуки тоже нужно делать, что не replicated, которые в датасете.
Вот у меня есть что-то вот тут вот где-то вот тут вот внутри есть это, то, что нужно его делать. Он тоже типа реплицируется. Поняли? Или как это вообще работает? Репликиты, да? Репликиты. Но это не в дата ассете, скорее всего, нужно делать. Это нужно делать именно вот тут, который его сохраняет. То есть мы сохранили здесь репликейты, тут и тут парашу, и вот тут уже этого не будет, ладно. И в Projectile Master то же самое, то есть он должен эту фигню сделать. Ну а сам Projectile Master, он репликейт. Все как бы репликате стоит. Тут я перезапускаюсь. Failed. Я еще совсем нажал правильно. Это великолепно. Обожаю такие эти, когда не показывает. Все буквы читать. Virtual Void, Spec, Get, Lifetime. Чего? Можно было, ну, типа, подлиннее строчку и побольше вот этих вот всяких. Чтобы понятнее было, а то как-то что-то непонятно. То есть ему репликейт не очень нравится. Я так понял. Либо это из-за того, что правит, либо из-за того, что я вообще его не туда засунул. Репликейт. Хотя указатель, как может быть указатель репликейт или не репликейт? Это же, ну, типа, ну, типа указатель. Так, ну, тут надо спрашивать у ГПТ, потому что оно отвалилось, так как мы начали большую часть в дата-ассете хранить. Видимо, дата-ассет, он немножко только у одного почему-то находится. Второму он, типа, не хочет вообще ему память загружать его. О как. Так. А загружается оно в общем флоу. Какой тяжелый вопрос. Оно загружается именно изначально серверный метод на сервере заспавнил башню и вызвал этот же метод, который вызвал инициализацию у башни этой. И эта башня, у нее вызов пошел, то есть все работало до того момента, то есть все работало, короче, до того, как я засунул все в датасеты. Вот. То есть изначальный метод, который все остальные методы вызывает, он вызывал серверный, короче. И полетел. Это вот такая сервер релиабли или что-то типа такого.
Дата сам по себе не реплицируется, сервер не Ну датасет надо смотреть, где загружается. Ты же его подтягиваешь в определенный момент. Возможно, это только на сервере происходит. Вот, да, вот. Как раз сейчас ГПТ. Причина в том, что дата asset сам по себе не реплицируется, и сервер не рассылает его содержимое клиентам. Что происходит у тебя сейчас, когда Niagara стоит прямо в replicated, акт рассылку на систему, T-Soft реплицирует со систем. Когда ты перенес Niagara в Data Asset и стал хранить там, то актор на сервере лишь держит ссылку на Data Asset. Клиент тоже имеет Data Asset локально. Он грузит из контента, но сама ссылка на Niagara внутри Data Asset по сети не гонится. Потому что Data Asset не равно Replicated You Object. Как правильно сделать? Есть несколько вариантов. Хранить Data Asset только конфигурацию, а в акторе дублировать You Property для репликации. Исполнение башни. Сервер берет Niagara из Data Asset и кладет в current это полем те же реплицируется клиент. Так а при чем здесь это? У меня, ну, у меня-то в компоненту. А зачем мне компоненту реплицировать? Или мне надо ее реплицировать? Подожди. Мне вот тут репликейтед надо? Нет. Пусть будет. Использовать идентификаторы вместо прямых ссылок. В DataSet хранить, например, gameplay tag или fname, ключ эффекта. Актор реплицирует только этот ключ, а на клиенте по... Niagara реплицируется в принципе. Ну да. В смысле? Надо создавать у каждого локально. А прикинь, кстати, из-за ресета, я сейчас так подумал, из-за ресета просто не показывает. Я понимаю, но почему он не создает это локальное? Она-то создается она вот компонента, вот он идет. Я просто назначаю set asset ей. Понимаешь, в чем прикол? И все. Но почему-то он у этого работает, а у этого не работает. Тут же не смысл в том, чтобы она одинаковая была у всех Niagara, а смысл в том, что просто работала, короче. А еще смысл в том, что я ничего не понимаю. Так, soft reference. Можно хранить data as soft object pointer, а в редакторе при старте резолвить его. Я вообще не понимаю, вообще, как работает эта дурацкая у них система у эпиков с сетью. Насколько бы было бы просто, если бы у нас был бы просто отдельный вот какой-нибудь как геймод, просто сервер, вот просто вот, я не знаю, BP-сервер, вот ты его создаешь, указываешь и все, и как бы он есть. Без вот этих вот, что-то там где-то выполняется, что-то там где-то выполняется, без вот этой вот всей шляпы. Ты хочешь четко обратиться, чтобы у тебя выполнилось на сервере, ты туда посылаешь данные какие-то, хренак полетели туда, то есть ты оттуда вызываешь, и все на сервере происходит, он возвращает, то есть он обрабатывает, все там происходит, все в одном месте, вот это. А не вот это вот, что-то там посоздавалось, что-то has authority, has не authority, там что-то там локальный он или не локальный, вот это вот, и потом попробуй отгадай, где кто что вызывал, вот это вот. Вот это вот всего миллион, всего и вся. Так не выйдет. Что значит не выйдет? Надо было изначально так делать. Надо было меня звать, когда думали вот это над Unreal первым, когда вот это вот все делали, когда фундамент закладывали. И я вам порешал бы все. Ну вот, да, нихера не работает. То есть он ставится на первом, у сервера работает, а у этого не работает. Откуда вызывается init projectile?
Тебе по сути клиенту надо давать не референсный объект да, а на сам да и загружать его на клиенте. Смотри, давай по порядку пройдемся. Давай по порядку пройдемся. У нас есть наш билдер. Мы нажали левую кнопку мыши. Мы создали вот эту башенку. Вот, пошел, мы ее создали и пошли в нее инициализировать. Залетает дата ассет самой башенки. Причем он работает все четко. Нет. Нет, 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 не говорите, что через эту шляпу делает. О. Я не хочу через эту шляпу. Если через эту шляпу, я не согласен. Мне не нравится. То есть, у нас... Привет, усы зачет. В чем суть беды сейчас? Привет, спасибо. Беды в непонимании. Сейчас будем пытаться понять. Так вот, у нас инициализация залетела. Мы тут всякие данные записали, все, что нам надо. Но походу, да, нам надо вот эти данные туда записывать. Не в этом хранить их, не в самом акторе, а хранить в этом данные. Какой ужас. Картошки не хватает. Я могу принести, у меня есть. Будешь картошку? Ну, сырую только. Я никогда не приготовлю. Принесу тебе. Будет вместо меня стримить. Задали вот эту штуку. Потом нам надо... вот у нас есть spawn projectile. И это все тот же метод, то есть который именно серверный вызывается. Вот он, Один. build. Актор проджектайла помечен как репликейт. Ты белорус. Ой, не знаю, это тайна. 2. Башня помечена. Башня помечена. Вот, у нас билдер, вот он вызывает вот сервер. То есть вот этот вот spawn кубе, который мы вызываем, spawn кубе implementation, вот он пошел. И нет Просто тавер. спросили, в чем беда у стримера. Вот я и ответил. Мы вот это все проделали, потом мы идем spawn projectile. Пошел spawn 3. projectile. Вызов spawn projectile делай сервер. Reliable. Это уже делает. Сам он работал только что. Он только что работал. Как только мы засунули его в данные, которые он вызывал в dataset, все пошло не по плану. Вот, он тоже дальше делает. И вот он вызывает его. Пошел. Раз, два, три, 4, 5, 6. То есть он достал отсюда FRAID, записал сюда FRAID, бла-бла-бла. И вот полетела вот эта изначально, которая полетела Tower Data DA. Мы достали первую, достали Projectile DA и запустили Winit Projectile. Вот. И указали сюда Niagara Component Set вот эту вот фигню. Кстати, а давайте посмотрим, что здесь вообще находится, что здесь происходит. То есть все это уже как бы вызывает. Изначальный метод, который вызывает, это он и есть вот этот сервер Reliable. А как мы поймем, кто это делает? Ну ладно, сейчас 2 раза должен шлепнуть нам его. Так, continue. И вот он сразу 2-й раз шлепнул. То есть еще секунда не прошла. То есть это тот шлепнул. Но он нам его не показывает. Хотя тут все есть. Ну, то есть, как бы... Ну, тут же не пустышка, правильно? Как бы пиу-пиу тут. А тут нет пиу-пиу, понимаешь? Нету пиу-пиу. Причем вызов сразу прошел. Я ничего не понял. Но очень интересно. Единственное, что у меня вот тут вот созрело, это то, что мы можем, наверное, так и надо, хранить его в атрибут сете.
То есть создать отдельный атрибут сет, который будет хранить... Ну, атрибут сет, он что, все флоты принять? Он же не может указатель принять. Или он может указатель принять? Он же не может указатель принять. Он же не понимает, какого мы вообще делаем. Проверь галочки Replicates. Сделай переменную с реплицируемой. Галочки мне не надо проверять, потому что у меня вот... У меня сразу здесь на в конструкторе сразу этот true стоит. Ну, это сам projectile, который спавнит. Вот он true. Вопрос в дата-ассетах. Давайте еще проверку другую сделаем. Смотрите, сейчас что сделаем. Мы сейчас вот сюда добавим другую эту. Давайте в cold. Что там? Cold у нас и сосульку хочу. Projectile cold. Сосулька. О! То есть он не назначил Ниагару. Поняли? То есть он все реплицирует, то есть он создавал его, но так как Ниагара пустой... Он, короче, не назначил Ниагару. Почему? Вопрос не в репликации, вопрос в том, что он Ниагару не применил к компоненте. У не сервера. Почему он не применил к этому? Тот, который здесь. Почему два разных эти? Точнее, один и тот же вроде как. Но этот стреляет этим, а этот стреляет этим. Это как... Че он, ну... Выведи сет Ниагара в мультикаст метод. Изучал уже это. Что значит мультикаст метод? Потому что клиент не сервер. Есть сервер-функция, ты ими уже пользовался. Да. А есть мультикаст. Ты ими еще не пользовался, но полезная информация. Да чуть поподробнее. Или мне надо это самое. Хорошо. Как там написано? Мультикаст. Если сервер вызывается только на сервере, мультикаст вызывается на сервер и отправляется клиентам. Мультикаст, хорошо. Мультикаст методы, да? Давай. Мультикаст методы. Что это? Мультикаст методы. Что это? И как ими пользоваться? Вот так вот. Давайте в ГПТ сегодня будем немножко дурацкому спрашивать. Так, окей, давай разберем по шагам. Что такое мультикаст RPC? В Unreal Engine есть три типа RPC. Удаленные вызовы функций. Сервер, клиент и Net Multicast. Вызывается на сервер, выполняется на всех клиентах. И на самом сервере тоже. То есть мультикаст рассылает события всем участникам. Так ты понимаешь, в чем прикол? Он-то вызов метода-то сделал. Проблема в том, что он его нифига не назначил. То есть он Ниагару не назначил. То есть вызов метода прошел. Вызов метода прошел. Или не прошел? А почему он не прошел? Вот это тоже непонятно. Сигнатура, Net Multicast, Reliable. Ну здорово. Может проверяться, но быстрее. Это Reliable, Unreal. Как пользоваться? Например, у тебя башня стреляет и должна показывать Ниагара эффект выстрела у всех. Да. Net Multicast. Мне кажется, сейчас беда произойдет. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем. Или нет. Или да. Или мы вот этот init projectile должны сделать именно тикастом. Давай его сделаем. Projectile Master. Projectile Master. Projectile Master. Function.
Что там? Net мультикаст, релиабли для точной доставки. А что там Unreal? Может потеряться, но быстрее подходит для эффектов, которые часто повторяются. Может потеряться. Горит, может потеряться. Ну ладно. А так Как у может... тебя он разве не из бегенплея вызывается? Init? Нет, Init не из begin play вызывается. Init вызывается при инициализации именно, когда он заспавнили его. Ну, он сразу же после спавна, да, и после begin play вызывается, но да. Но нет. Ну, я же говорю, изначальный сам метод этот, он вызывает его в этом... Я твой дом труба шатал. Вы поняли, короче. Из сервера. Но там, правда, есть маленький нюанс, который, скорее всего, меня и подставляет. Это такой нюанс под названием, вот этот. Вот этот товарищ может первый раз вызваться как надо. Первый проджектайл пустил, который мы не увидели там из-за лага или не прогрузился или еще что-то. А потом уже все как бы... Есть такая вот история. Поэтому сейчас попробуем вот эту фигню сделать. А спавн Projectile из бегенплея уже. А куда он мне его создал? Он же уже создан. В блюпринтах удобнее работает от лтка именно репликации, так как там можно прямо выбрать от лица, кого ты смотришь на брейкпоинты, от сервера или клиента. Мне кажется, в плюсах тоже должно быть такое. Тогда мы бы точнее узнали, где он пропускает и что именно. Ну, мне кажется, тут проверкой можно сделать это булевое, типа хезауторить или что-то типа такого. Как имплементатион? Ну, я пошел нахер. Потому что я либо неправильно написал. Ну, F7, допустим. Чисто теоретически. Ну, понятно, что сам спавн вот этого всего мы должны в метод обернуть. И тот метод, то есть не вот этот, не инициализация метод должен быть на сервере вызван. А вот тот метод, то есть мы тот метод именно спавна должны обернуть. И таймер должен его вызывать, каждый там этот самый. Это понятно, но сейчас мы как бы в тестах. Давай, давай. О, это оно, да. Но, видимо, именно из-за таймера вот этого, то есть он все похерил. Когда там было, мы этого не заметили, то есть там тоже он все похерил. То есть он тоже херил, но мы это не видели, потому что там по стандарту стояла эта фигня. Поняли? То есть там стандартные значения были, он и так о них знал. А новые значения, которые мы вводим... то он, короче, их похерил. Кайф, получилось. Могу рассказать детальнее про мультикаст. Давай. Потому что он имеет свои подводные камни. Давай. Только за. Но он, правда, вызывает и там, и там. Вот это вот беда. Нет, что-то. А, нет, подожди, мне есть что там и там. Ладно, давайте перенесем пока это самое. Перенесем пока что. Перенесем вот эту часть. Ну, здесь она не будет. То есть init projectile. У нас init projectile без uFunction'ов. Это все убираем.
имплементацион. Здесь выбираем. А вот в тавере, там, где мы именно вызываем его, вот эта вот часть, мы должны его изменить. То есть понятно, что он делает этот. Так, первый клик. Короче, мы напишем новый метод, который будет spawn projectile. Где у нас тут? Где-то тавер. Все, я слепой, я не вижу его. Сейчас по очереди пойдем. Even bass, main pound. А, вот все нашел. Ну, я думаю, он в protected попадет. Void spawn. Spawn projectile. Да. Клиента там на самом деле будет 2 проджектайла в одном. Это проверить можно будет, когда будет получение урона, так как проджектайлы клиента будут наносить его в 2 раза больше. Но он очевидно сильно нагружает серверную логику, потому что везде вызывается. И еще есть прикол, с которым ты можешь столкнуться позже прямо сейчас, возможно, если ты проджектайл сделаешь от лица. Читать в обратном порядке. YouTube шалит. От лица клиента там на самом деле будет 2 проджектайла в одном. Это проверить можно будет. А и что делать? Мне не нравится то, что там этот. Давай сейчас попробуем не мультикаст, а сервер сделать. Не вот тут не мультикаст, а сервер. Ну, эксперименты, все дела. Неважно, даже если это не работает неправильно, я хочу. Я очень хочу. Spawn projectile, значит, делаем. Меня задолбал. А у нас же есть метод spawn projectile. У нас уже есть метод spawn projectile. Подожди. Array там записал. Spawn projectile у нас уже есть, логично. Так, я тебя закрою. Давайте типа так, init, который запускает спаун, что за бред? Просто я не хочу вот это получать каждый раз, чтобы он его получал. Нам-то надо... так мы сейчас тут таймер запустим. Башка, беды с башкой просто. Понимаете, это тяжело, когда беды с башкой. Имплементацион. Я не уверен, что эта ошибка есть сейчас. Это только проверить можно потом с уроном или следить за акторами в мире. Еще важно, если мультикаст сработал, попробуй сделать то же самое на сервере. И если работает, оставляй на сервере. Ну вот, как раз я на сервере хочу попробовать. Вот это вот мы чпок делаем. Spawn handle. Давайте создадим этот. Сюда F. Rate. Rate true, все, он полетел.
Можно, конечно, через этот сделать, не выпендриваться тут лямбдами, правильно? А где? Подожди, что за бред? Я забыл, где это находится. Spawn Projectile. Все, он полетел. И он делает вот это вот все безобразие у нас, получается, на сервере. Ну, понятно, что спаун тоже будет на сервере происходить, но инициализация вот эта, которую мы тоже делали, чтобы она на сервере, нам она не нужна, потому что у нас сам вот этот спаун Projectile на сервере происходит. Тогда как это ее function, они находятся ниже. Ну, правильно, вот что это такое? Что ты хочешь от меня? Unicode. Вы поняли? Он мне опять вот эту парашу сделал с смайликом. Я его душу шатал, я ответственно заявляю. Я ответственно заявляю, что я его любил. С этим что-то сделать. Так, ну давай смотреть. Получилось. У нас ничего не работает. Все отказывается это делать на сервере, когда. Но он, во-первых, этот не показывает, то есть у него маленький кружочек. То есть он даже кружочек не применил. Вот что я сейчас только заметил. Он данные даже не применил к нему. Вообще никакие. Вы поняли? А данные-то у нас применяются вот здесь. И нет тайвер. Ауф. 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 А что такое? Я недоволен. Да-да. Так, ну лайфкодинг сказал нет. И что-то накуролесили. Имплементатион. Это вот эта вот фигня ж нужна, точно. А если мы сделаем спаун вот этот projectile unreliable. Unreliable вот этот вот. Написано, что он может потеряться. Что значит потеряться? Что значит потеряться? Что с ним будет происходить? Ну, то есть он не дойдет до этого, до пользователя. Ну, хорошо, не дошел до пользователя. Но дальше-то он почистится. Все, как он отработает свою логику или что будет с ним происходить? Что значит потерялся? Не работает это. Это значит, что при плохом интернете движок не будет проверять, доставлен ли пакет с этим сообщением. Ну а что будет в игре-то самое происходить? Ну хорошо, он не проверил. Ну, не доставлено, окей. И что, он просто не отобразит? Ну, в данном случае у нас просто не агара не отобразится, но он какую-то логику не передаст или что?
как это будет. А если мы сделаем, смотри, как вот так вот. Ну мы если это сделаем. спавну клиента не заспавнит. Если ты спавну клиента не заспавнит. Но изначально мы на сервере. Reliable надо для важных действий, которые точно должны произойти. Ну это я, да, это я понял. Ну, я, короче, пока что все reliable будет. А там разберемся. Я же говорю, вопросы там сейчас оптимизация, еще вот это вот вся ля-ля-ля, вот эти вот все, они потом. А Мы уже на reliable опыте. для всяких мелких апдейтов, которых много. Ну, условно на тике, короче, то, что вызывается, или таймер, который этот. Ну, блин, тут тоже подходит, потому что он-то спавнит их часто. О, все применилось. Подожди, не все применилось, смотри. То есть он радиус применил, а вот тот метод он уже не вызвал в нем. Ёжик, я твой дом труба шатал. Вы поняли, что происходит? Я в офиге. Я сейчас попытаюсь сформулировать, я не знаю, прав я или нет, но я сейчас попробую сказать, что я понял. То есть у нас есть актор номер 1. Объект номер 1, ну так давайте. В нем есть метод, который вызывается везде. Да? Если в этом методе, из этого метода, мы обратимся к объекту номер 2 и вызовем что-то, но этот метод не будет мультикастом и прочим, произойдет ни хера. Вот. То есть неважно, какой метод был. Неважно откуда, важно куда. Короче, если кто-то извне у объекта что-то вызывает, и нам надо, чтобы это что-то было сделано везде, оно обязательно должно быть вот это вот. А если не вот это вот, то пошел ты, дружок, отдохни, в общем-то. Хотя странно, потому что он вызывает здесь spawn projectile. Вот он, spawn projectile, он вызывает свой метод. Он вызывает init projectile. А давай теперь spawn projectile поставим вот эту вот фигню к нему. Же напомню, вот этот товарищ, мы убрали имплементационы всякие. И прочую фигню. И я сломался. Сюда добавить надо имплементацион. Если бы он еще не подчеркивал бы мне все подряд, а нормально, адекватно бы работал. Типа, когда плохо, подчеркиваем, когда неплохо, не подчеркиваем. А не то, что ты чихнул, и все красное. О, как. Даже внутри себя так не работает. У меня столько много вопросов. Мало на них ответов. А почему так? А как это работает? То есть у нас есть метод, который вызывает сервер. Но он должен вызывать то, что тоже существует на сервере. Но он его не вызывает. Или, ну вот как это по пути? Вот как это по пути работает? Ну вот у нас есть этот самый. Вот он пошел, да? То есть ля-ля-ля-ля-ля. Опять же, первый, да, пошел все правильно, а второй пошел нахер. Потому что он из этого. Я понял. Я, кажется, понял. Же таймер у нас. Вы поняли? И он вызывает его с this.
То есть он-то вызывает его с... Его вызывает не сервер, не на серверной части, а мы именно у объекта этого запустили, вот эту шляпу. И она его вызывает. Вот поэтому это все так работает сейчас. Поэтому нам нужно, чтобы вот эта вот фигня была. А вот эта вот фигня, это как раз-таки из-за того, что у другого объекта оно вызывает его. Поэтому эта штучка должна быть... Поэтому, короче, эта штучка должна быть. Поняли? Или не? Я тоже ничего не понял. Я вроде как, но ну, не очень. Окей. Вроде оно. Таймеры ничего не меняют. Играет роль, вызывается ли это локально, или же рассылка происходит. Подожди, вызывается ли локально? Но ты сам таймер это вызываешь не локально. По логике, конечно, да, он должен запуститься на сервере. То есть, если ты его вызвал на сервере, он должен запуститься на сервере. Ну и там он работает, все. Вот ни хера не так работает. Потому что если мы вызвали вот здесь через мультикаст вот эту всю фигню, то таймер должен отрабатывать. То есть все вот это вот выполнилось. То есть он до сюда все выполнил. Все у него замечательно, все хорошо. А когда он начинает выполнять спаун projectile, то есть то, что мы и так вызвали, как бы, ну, то есть мы-то ему указали вызов это делать на сервере. На сервере. Точнее, везде. Не то, что только на сервере. Мы это везде ему сказали делать. Но он этого не делает. А вот когда мы еще и сам этот метод обернули, вот этот имплементатион, вот этот uFunction, мультикасты и прочие шляпы, он начал это делать везде тоже. А ну, подожди, стань больше. Ну, ну прекращай. Ну, плюс-минус, да? Ну вот, все плюется, все есть. То есть вот так вот. Почему сервер не работает? Почему сервер всем остальным не сообщил? Что увеличение пошло. А где это происходить должно? Не, ну по идее, это же сервер должен все это увеличивать. То есть увеличить радиус ему. То есть оно же на сервере все, ну весь актор-то существует на сервере. То есть мы когда сделали спаун-актор, он существует там. А всем остальным, типа, мол, хрена, как он репликейтед. Все, репликация пошла. У нас запускается у этого актора какой-то метод. Почему он, ну, типа, даже изначально мы метод делаем, чтобы он запускался на сервере, оно все равно не работает. Почему он должен везде запускаться? Разве он не реплицируемый? Или репликация это что? Что это такое? Почему это не так работает?
Актор да, но изменения должны реплицироваться. Разные компоненты могут реплицироваться или не, отдельно. Логично, логично, да. По-моему, если бы вот, ну ладно, это я сильно умный. Реплицируемый актор — это пустышка, то есть это значит, что его спавн произойдет везде, но его свойства реплицируются отдельно. Ничего не понял. Запутал только меня сейчас. Еще непонятно, но очень интересно. Ну, хотя бы научились с этим и что-то начали понимать чуть-чуть. А оно еще до конца не пришло, просто тут и GES, и RPC, и PC, и Replication, и мультикаст какие-то. Все подряд тяжело. Но с GES вот это вот уяснили. И с этим тоже вроде поняли. Replicated актор — это значит, что сервер его заспавнит у всех, но вот это не касается напрямую его компонент, их надо включать отдельно или руками реплицировать. У меня вопрос тогда есть. То есть у нас есть вот эта вот фигня. А у него тут нет replicated. Или send компонент не реплицируется. Типа она и так... Или вот он как раз таки. Компонент replicates. Component replicates. Кстати, спавн увидел мультикаст. Это неправильно. Сервер должен делать спавн проджектайла, и проджектайл должен стоять как реплицируемый. Тот метод это не спаун. Точнее, он занимается спаунами, но... Еще инициализацией там занимается. Чего? Должен делать спаун проджектайла, и проджектайл должен стоять как реплицируемый. Только что это делали, это не помогло. В коде был. Не, я понял тебя, но там... С мультикастом будет лагать из-за пинга. Вот я об этом говорил, что спавн мультикаста эта проблема может быть. 2 проджектайла будет скорее всего. Ну вот, скорее всего, да. Подожди, с мультикастом будет не за пинга лагать, мультикастом будет лагать, потому что он везде исполняется. А так как у меня peer-to-peer, то у человека, который сервером является, это выполняться будет у него, второй раз у него, потому что сервер. И все. Ну, короче, у него 2 раза типа будет делаться. Не на сервере 1 раз, у него 1 раз, а 2 раза для человека, у которого, ну, который является сервером. Короче, для него это 2 раза произойдет. То есть x2 нагрузка. Если я все правильно понял, сейчас люди расскажут. Че? TF4 LR не лагать, а будет куча ненужных проджектайлов. Должен быть один авторитетный на сервере, и он, и его позиция должна реплицироваться. О, сейчас как раз человек знаток, знающий человек залетел. Сейчас будем его дрочить вопросами. Смотри. У нас есть вот этот... А у тебя что, логика разве дублируется? Сам мультикаст везде вызывается только 1 раз у всех. Сервер, да, но сам спаун там же 2 раз вызывается. Смотри, у нас есть спаун проджектайл, вот он, спаун проджектайл идет.
Он вызывается каждый там, неважно, раз в сколько-то там. Ну, это типа динамически меняется. У нас идет здесь спаун. Если мы сделаем серверы, может, типа нормально будет, правильно? Но, смотри, очень внимательно тут. Мы делаем вот так вот сейв, вот так вот делаем F7. Делаем F7. Делаем F5. А сейчас, кстати, попробуем Ниагару реплицировать. Саму компоненту. Ну на самом деле сложно понять. Просто вчера видос посмотрел про репликацию. Там говорили, что то типа Projectile спавнится локально и реплицирует положение. Если вызываешь с клиента, то должна быть серверная RAS. Сервер Reliable. Ну вот я уже вызвал, все. Смотри, мы кликаем. Вот тут вот спавн идет, видишь? Вот тут спавн, но он там на самом деле спавнит его, просто он Ниагару не назначает. То есть вот этот метод, который вот здесь вот существует, вот этот, он у него не отработал. Если мы делаем сервер. Вопрос. Почему? Ну, видишь, ничего нет. Сам Projectile реплицируемый. Да. Сейчас я хочу поставить этот... В нем стоит set replicate true. Да. А, вот же Projectile, мы уже в Projectile. Я хочу Ниагаре поставить. Компонент репликатис. Да не, это изменило ровным счетом ничего. Это изменило ровным счетом ничего. Попробуй новую функцию, одну для сервера спавн, а вторая локальный, init. Мне нужно идти. Если что, пиши век. Логин там такой же. Как буду свободен, попробую объяснить. Оу. Это мне не то, что срочно. Надо попробую новую функцию одну для сервера. Спаун, а вторую локально init. Так в том-то и прикол, что когда она локальная, она ни хера не работает. Когда она вызывается локально. Init. Просто смотри, в чем смысл. Допустим, вот это. Мы вообще сделаем вот так, смотри. Так, опля, смотри. Только внимательно надо смотреть. Тут главное не проморгать. Вот это вот мы делаем Ctrl-C. Переходим init projectile. Давай сюда вот так. Опля. Projectile master. Сюда вставляем ему вот эту вот фигню. Здесь пишем implementation. Implementation. Все это сохраняем. Закрываем. В смысле спаун и этот, это так разные две логики. В смысле? Одну для сервера спауна, вторая локальная и нет. Метод, который инициализирует, он и так как бы у другого, он у самого объекта. В чем здесь? Если сейчас не сработает, я еще больше запутаюсь. Если сейчас ничего не сработает, я вообще ничего не понял. Мне кажется, кто-то перемудрил. Кто-то перемудрил со своими системами. Ну это ёпики, они любят, да, вот это вот. Нет, правда, обожают, я бы так сказал. Давай, и оп.
Это при том, что это тоже сервер, да, спаун сам по себе. Вот этот. Не, это тоже мультикаст. А он давай сервером стань. А ну стань сервером. Ну, чтобы типа два этих не получилось. Два спауна не было. А, не, подожди, два спауна не будет. Ты же не спавнишь их. Таймеры запускают. Тут непонятно, типа, он таймеры запускает. Таймеры что, будет и там работать, что ли? Ну, то есть у нас 3 таймера, если мы запускаем этот. А что, каждый таймер вызовет? Там их 3, получается, будет, что ли? Ну, в смысле 2, да. Сервер вызывает и это. То есть 2, получается. Таймер же его вызывает. Таймер. Значит, это ты тоже не должен быть этим. Значит, он должен быть сервером. Сделал бы все с Get Authority в одной функции, кода не так много, намудрил. Сейчас, может быть, сделаем. Ну, он стреляет. Да, он стреляет. Зато теперь он не увеличивает вот эту вот штучку, дрючку. То есть сам спаун у него происходит, но сама инициализация у этого, то, что он на сервере, ему вообще Откуда у плевать. тебя тянутся данные пода? Тянутся, ну, в конец тянутся. Тайверу к тайверу тянутся данные. Датас, ну, проджектайлу к проджектайлу. Это какая-то перемена хранит ссылку на датасет. Ну да. Ну да, он записывает его, чтобы потом вытащить в какой-то момент. А откуда данные там берутся? Откуда? При спавне. Вот при том, когда спавнится башенка, ей передаются в инициализацию, залетает этот самый вот этот метод. Не тайвер, который как раз таки, когда сервер, он ничего не делает. Он не инициализирует тот, который не там, короче, где надо. А, кстати, знаете, что мы сейчас делаем? Сейчас мы проверим. Еще один моментик. Надо открыть тайвер мастера. Вот это закрыть. Сейчас откроем тайвер мастера. Мастер, тайвер мастер. И сделаем ему вот эту сферу компоненты. Сферу вот эту вот. Короче, репликейт. Репликейт. Replicates. Да, ему плевать. Репликейт, не репликейт. Он пофигу. У меня чувство, что клиенту не летит именно инфо по датасету. Возможно, она идет по референсу, который чисто локальный. Может быть. А как ему, чтобы прилетело ему? Вот датаст. Ну как, что, без датастов? А как тогда без датастов? Как тогда без датастов? Но он не ловит эти, как их? Он не ловит нульпоинтеры. То есть, значит, в датастах там не нульпоинтеры. Ты понимаешь, у меня там чекпоинтеров же на каждом шагу по этим датасетам. Если бы он где-то словил этот, я бы в логах увидел. У меня логи чистые. Ну, не совсем, но чистые. Говорит, поэтому там нет приколов. Там только что-то с плеер-контроллером на лайне 16. Там прикол. Ничего не понятно. Но очень интересно. Сказал, безумно интересно.
Короче, я предлагаю... Что я предлагаю? Вот с дата-ассетами не работал. Надо изучить вопрос. Да. А попробуй сделать симуляцию пинга, скрин скинул в DS. У Чего? меня жесткая иерархия дата-ассетов. Это и эдитор настройки. Симуляцию пинга. Нет. И чё там нет? Да и вообще дата-ассеты Это- определяют, кто могут по жизни. Это что, это эдитор? Ты сказал, что... Делай все в один функция, набеги play, и все пройдет. Потом рефакторинг сделаешь, когда все будет работать. Шипчат офигел. А, ты имеешь в виду, а этот, что делаете на Begin Play, мол, там проверяют этот has authority? Так а толку? Я-то инициализацию не сделаю, ты понимаешь, в чем прикол? Это надо вот этот отложенный спаун делать. Не хочу я его, подожди, надо разобраться. Ну, нет, хорошо, я сделаю, что? Там еще было. Net play as enable network emulation. Хорошо, enable. Сервер only. И что это у нас тут? Everyone. Emulation target. Everyone. Average. 63. Что? Минимум латенси. Ну тут ты ничего не менял, да? И что? Ну хорошо, и что? А что изменилось-то? Или я там наоборот должен был что-то поставить? Причем, смотри, этих он, ну, как бы, делает все окей. А тут, как бы... У меня есть, конечно, идея, но, кажется, это шляпа так делать. Пока работает. Что значит, пока работает? Что ты мне сказал сделать? Пока работает, говорит. А что если? Что если? Все вот такие вот эти нужно оборачивать в метод и делать его мультикаст. А вот такие вот штучки, всякие дрючки, типа вот такого. Ну да, мультикаст. Не делать мультикаст. А вот такие вот штучки. Ну, в данном случае spawn projectile нету, но вот это вот инициализация делать мультикаст. Что скажете? Причем сама я в офиге, что он сквозь методы не работает. То есть метод вызван на сервере, вызывает другой метод, все идет нафиг. На Begin Play хороший был этот совет, что сделать все на Begin Play. Сделать отложенный этот спаун. Соответственно, Begin Play будет вызван потом. И
Вот тут authority вот это вот проверять. О. Как вам идея? Ладно, мы это разберемся потом. Блин, ну тяжело, конечно, это вот несколько раз в неделю. Кстати, завтра стрима с вероятностью 99% не будет. Ладно, 98 давайте сделаем так. Поэтому следующий я вообще хз когда. Ну, будем стараться в пятницу, да, делать стримы. Но, может быть, я где-то там еще посерединке шлепну. Ну, в Дискорде я напишу. Типа, всем быть срочно, там, условно, завтра стрим. Всем быть, одеть парадную форму. Все. Вот так вот. Последний стрим. Да нет, не последний стрим. В смысле, я не знаю, когда, в смысле, кроме пятницы. Не знаю, когда, кроме пятницы, ну, типа, ну, что завтра не будет. А чё, завтра не будет стрима? О, занятой человек, занятой человек. Время надо, а времени нету, поэтому приходится чем-то жертвовать. На этой неделе жертва стрим. Вот как-то так. Ну, я не знаю, я же говорю, может там в среду или в четверг на следующей неделе что-то запилим. Может вторник. Я же говорю, я в Дискорде напишу. Вечером перед стримом. Скажу, будет или не будет. И вот так вот. Помянем, стример горел ярко, сгорел быстро. А какой там ярко горел? Какой ярко горел? И какой нафиг сгорел? Я не сгорел, я хочу постримить. Просто если я буду стримить, я... Короче, времени мне ни на что не хватит. Да и 365 дней не прожил, выгорел. Прямо как антагонист бегущего по лезвию от Ридли Скотта. Да. 365 дней. Где уже больше 365 дней, если взять все те проекты, которые были еще с самого начала стримов. Сколько там? Там 60, по-моему, на этот, 30 на тот. Где-то. Потом плюсы еще взять, когда стримы были. Я учил, сколько там тоже А был 20, бы 30. легендой, что делать, когда обосрался. Э, 20 где-то там дней. Ну, вот этот 6 дней. Но там 258, я не помню, 257 было. Вот если все вместе соединить, там больше, чем 365 получится. А я только что красиво зарефакторил код персонажа. Это красавчик. Ну, если красиво зарифай, это же красавчик. Красавчик. Это мощно. Короче, я нифига не понял. Знаете, что я наверное, сделаю? Я... Вот Gemini хорошо справляется. Gemini вот этот. В Pro-версии он хорошо справляется. Там, конечно, со своими приколами. Но, в общем, достучаться к нему можно. И хорошо поясняет за это все дело, пока он лучше всего в Unreal разбирается, чем остальные. ГПТ вообще очко. DeepSeek, это... мы не будем о нем вообще, это несерьезно. Грок тоже такое себе. Кто еще остался? Вроде все. Ну, короче, в общем. Я у него, наверное, спрошу. Вот эту всю структуру напишу, что вот я спавню. А меня Гиминай вчера расстроил. А вот 5 порадовала. Пятерка порадовала. Ну, вот у меня вот, если вопрос какой-то есть. Самое по-моему, время переходить на Gemini. Я еще по инерции сижу на ГБТ. И вот вам скажу, ну вот это касается только про версии, да, там сколько-то там запросов и все. Вот у меня и по работе, и по этому, вот если какой-то затуп, я иду в ГПТ. ГПТ, скорее всего, какую-то шляпу напишет. С вероятностью, ну ладно, не с большой вероятностью, он процентов 60, вероятность, что все будет хорошо. Потом я иду в Грок. Там примерно такая же, но чуть поменьше вероятность, что шляпа будет. То есть шляпа 40% у ГПТ и где-то 45%, что у Грока шляпа. И все, если они не вывозят, идется в этот Pro Gemini. И я просто не могу, он как напишет, и так сразу все понятно становится, оно все работает. И мало того, что оно все работает, он еще и понятно объяснил, что я теперь понял, как это все работает. Такой прям, мед. И как-то так.
Поэтому я попробую ему описать это все. То есть, что я хочу. То есть, у меня есть башенка, она спавнит башен. Ну, вот это что по этому, это же Геминай мне объяснил. Вот этот вес, вот эти вот все приколы, как его создать, вот это вот все пошагово описал. Потому что ГПТ там какие-то макросы выдумывал, какие-то херни надо было, вообще ничего не работает, все красное, все ломается. У меня наоборот все, постоянно в Геминай, а когда затуп, то GPT-5 все решает и отлично поясняет. О, как интересно, видишь. Так вот, описать это все ему. И посмотреть, то есть, как он вот эту цепочку построит, какие методы вызывать, куда надо. И, может быть, что-то станет попонятней. Я пока не вдупляю вот это вот, то, что у нас сервер существует, он тоже самое делает, что и не сервер, а потом это все одни методы вызываются, а потом надо делить как-то. Вот как-то более структурированно. Я вот представлял бы это как-то более Это, структурированно. наверное, от темы зависит, так что идеального пока что нету АИ, ждем. Ну, это да. Для меня вот нет структурирования, я же говорю, просто есть сервер, условно, вот он выполняет этот. Если все на сервере выполняется, актор существует на сервере, все. Мы поставили галочку реплей, все, он все выполняет у себя там. Все. Все, он все выполняет там. Если мы не хотим, чтобы он там выполнял, то мы должны настраивать, что он не выполняет там. Ну, как-то, то есть какую-то метку давайте ему, что он не выполняет там, и как-то вызывать это самое. Все, мы его отправили, все он там делает, все он всем остальным разослал, все отослал, все чики-пики. Нет, тут вот это вызывается, это не вызывается, это работает там, это работает здесь, туда-сюда, хренак, минак. Что происходит, вообще ничего не понятно. Миллион каких-то этих, ладно, это уже с ГАСа миллион всяких херни посоздавали. Это уже к ГЭСу относится. Ладно, в общем, на сегодня все. Когда в следующий раз, не знаю, ну, будем стараться в пятничку, 100%. 100% будем идти к 100% в пятничку, вот так вот. А там как получится. Всем пока, я домой. Да. На этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто слушал. На Discord и не толка. Ссылка в описании. И всем